Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что в это воскресенье мы шумим. Это «Шум», наш прямой эфир, где мы обсуждаем все самое важное, интересное, ну и такое раздражающее уже даже. Да, действительно, многие прям раздражаются, но политика каждый раз подбрасывает новые и новые фортели и по-новому заставляет посмотреть на все происходящее. Собственно, мы этим здесь и занимаемся. Все традиционно, формат прямого эфира, говорим с вами, с чатом трансляции, в закрытом клубе Шелеста можно оставить вопрос заранее. Также прислать свою историю в рубрику «Колобок», куда мы катимся, на предложку. В телеграм-канале есть почта-предложка, она постоянно на виду, поэтому оттуда тоже будут некоторые сообщения сегодня. Ну и, конечно, всем большое спасибо, что пользуетесь суперчатом, суперстикерами, в общем, поддерживаете канал. QR-код, который видите на экране, прямо на экране можно что-то написать, если работает этот сервис, хотя, знаете, сейчас мир такой, что вроде как глобальный, да, но вот кто-то что-то не работает не там, не там, не там, не сям. Но это все приходит к определенной конечной точке, потому что самый главный геополитический процесс, который разворачивается сейчас, это Трамп и Китай. Да-да-да, Трамп и Китай. Необыкновенное, важное заявление от китайской стороны. Трамп, в общем, вводит пошлины с 1 ноября, как бы против, да, продукции Китая, рынки, там, крипты, фонды полетели вниз, 100% к уже существующим, и Китай отвечает, что мы пока не готовы обсуждать. И на фоне вот этого надвигающегося, это правда лавинообразная история экономического кризиса, что-то такое странное происходит на украинском, так сказать, пространстве. 2 раза Трамп звонит Зеленскому. Обо всем об этом, ну и, конечно, не без языка, да, своим языком будем сегодня обсуждать и, конечно, будем пытаться понять, а вообще куда все вывернется и вырулит в процессе сегодняшнего шума, но традиционно начнем с нашей самой любимой рубрики, потому что она в самом начале, это рубрика «Игра в города». Правила очень просты, вы пишете откуда вы, передаете привет, собственно, и ставите лайк, вот и все. Значит, с нами Челябинск и Ялта нас приветствуют, и шумим в Киржаче Владимирской области. Спасибо большое. В Крым, в Судак, там морское Черное море шумит. Харьков, Шишковка, дорога шахедов на Харьков. Сегодня летали как к себе домой. Да, действительно, и шахеды, ну, имеется в виду дроны, герани и кабы. Сегодня тоже был прилет по Харькову, Свалява, из Торецка, из Донецкой области. Но сейчас находится в Сваляве человек. Вам тоже большой привет. Бердянск с тобой, Валерий. Спасибо. Бердянск, мы тоже с вами. Харьков, ХТЗ. Шумим из Грузии. У вас там тоже шумно в Грузии. Вот прямо сейчас опять 2000 человек оппозиции выходят, так сказать, и маршируют с разными флагами по Тбилиси, Ужгород, Испания, Таррагона, Североуральск. Привет из Ташкента, Узбекистан. Привет, Мариуполь, Чикаго, Каталиноград, Смоленск, с нами тоже Сочи и Мариуполь, и Люксембург даже здесь. Ох, у вас там ВВП на душу населения высокий. Чикаго, Полтава, Краматорск, Пинск, Гродно, Обнинск шумит, Гомель, Приднестровье, Дубасары, шумим, спасибо, что шумите. Чикаго, из Винницы, здрасте, здрасте вам в Винницу. Шелест, привет, Щелкино, Крым, спасибо за привет, вам тоже привет. Значит, Чианграй, Таиланд с нами. Travel Asia by T-Cup. Отличный пользователь, у вас имя и, в принципе, локация тоже интересная. Тверь, Новосибирск. С Бухары привет от Дамира. Привет в Бухару. Венеция тут. Вот мне так нравится. Это Тигусильпа. Кисентай пишет. Он из подождите. Тигусигальпа. Ух ты, слушайте, лайк точно поставьте, я смог это выговорить. Потрясающая география у нас сегодня все, как всегда, заряжены на очень продуктивный шум и хороший шум, да, хорошо пошумим сегодня. Начнем с опроса традиционно. Почему Трамп каждый день звонит Зеленскому? В общем, вот такой вопрос, да, незамысловатый. Каждый день звонит Зеленскому. Варианты ответов. Значит, развязка близится, войны, сейчас все утрясают, поэтому
этот череда звонков вчера, сегодня. Зеленский какой довольный. Ну, сейчас мы посмотрим на него, какой он довольный. Обращение даже вышел на улицу под украинским небом, записал и с флагами украинскими. Разберем подробно, что он имел в виду. Значит, близится развязка, да, то есть все утрясают. Может быть, томагавки просит ПВО, то есть речь идет о том, что европейцы дали денежку, и как бы, да, вот раз, так сказать, и вот сейчас вот эти все очень приятные хлопоты, приятные хлопоты. Трампу приятно, потому что денежку дали, а Зеленскому приятно, потому что он сможет отчитаться и сказать, что, смотрите, американцы поставляют оружие, и как бы втянуть Америку в войну. Это же просто мечта. Как бы не откараскивался от нее Трампа, говоря, что это война Байдена. Есть еще вариант, просто плохой английский у Зеленского, и он как бы переуточняет, о чем говорили вчера, потому что на самом деле формулировка Зеленского это, конечно, цирк, да, вот мы вчера там договорились, а сегодня по тому, о чем вчера договорились, опять созвонились. Ну, то есть это как бы вообще интересная история. То есть, в принципе, в политике, просто чтобы все знали, договариваются заранее. То есть будет звонок, ага, какой драфт? Тын-тын-тын-тын, такие пункты. Все, собираемся и, так сказать, по ним проходимся. Если нужна аналитика, президенту сразу должны на стол аналитику. А тут, получается, вчера поговорили, а сегодня опять. Странная какая-то история. Ну, или скупает последние активы. Это, кстати, очень интересный слух о том, что Трамп положил свой увесистый глаз вместе с Бессентом, который, так сказать, песо скупил аргентинское на 20 миллиардов долларов. Ну, вложилась Америка в песо аргентинское. Там у них ужас, что в Аргентине происходит. Вот этот Милей подкручивает все гайки экономические, а тут Бессент, да, в голубом вертолете, на белом коне, так сказать, на голубом глазу, хотел сказать, ну, потому что, в принципе, много голубого цвета вокруг Бессента, и вот он как бы вкладывается в экономику. И говорят, нет, Аргентину мы... И сразу пользователи под этой новостью, например, там в телеграм-канале Шелест, они говорят, подожди, а что ты гривну не покупаешь? Ну, гривню покупай. У нас теперь шаги скоро будут вместо копеек. В песо чего вкладываешься? И, в общем, есть такой слух, что Трамп решил и положил свой глаз на украинские атомные электростанции. И, мол, Энергоатом будут выводить, опять вот это, скажем, да, приватизация. Делать будут красиво, ну, то есть, чтобы зашел американский инвестор, белый господин, и все скупил. Там идет процесс, он длинный процесс, еще там довоенный по переоборудованию атомных электростанций. Это действительно серьезный актив, который, если запустить, как бы дать работать по-нормальному энергосектору, можно колотить очень огромные деньги, причем с той же Европы и вообще с региона, потому что в Украине в ближайшее время не понадобится такого количества энергетики. Эти предприятия, гиганты, которые потребляют действительно как не в себя электроэнергию, их нет. И, соответственно, все как бы, да, раз, так сказать, и на Запад деньги, валюту зарабатывать. Ну, в общем, как-то так. Поэтому тут очень интересный вариант, что это он присматривается к новым активам, и это чисто бизнес-звонки, да, по утрясанию какой-то конкретной сделки. Спасибо всем большое, то, что пишете, вот мы за мир, шумим, орем, дайте людям мир, да, действительно, мир как бы есть такая потребность у людей, а у элит нет. Вообще есть такая мысль одна, вот это ведь тоже какой-то странный такой эпизод. Сегодня разошлась публикация Guardian, да, о том, что Борису Джонсону за вот этот визит с красной папочкой к Зеленскому, который сорвал Стамбул 2022, $1 миллиард заплатили. Конкретно взятки от оружейников и лоббистов английских, ну, западных, они все глобалисты, поэтому тут британцы, не британцы. Конкретно фигурирует фамилия одного из мощных людей. И вот я просто так подумал, вот вы пишете, мы за мир, слушайте, ну так конечно, Борис Джонсон в припрыжку побежит срывать все договоренности, любые договоренности, кровью все что угодно подпишет, если ему $1 миллиард капнет. Ну вот так вот, да. И тут вообще какой-то такой странный процесс зарабатывания денег. О деньгах тоже поговорим на войне сегодня. Тем более, что нам
прочат 16-17-летних, а давайте уже туда, будем создавать новую технологическую армию, и это все под патриотическими лозунгами, с промытыми мозгами и прочее, прочее. Я тут, а кому-то одному на карман миллиард прилип, понимаете, поэтому никто не договорился о мире. Поэтому люди простые, конечно, хотят мира, но очень серьезно, кто заинтересован в войне. Но о чем этот был разговор двойной Зеленского и Трампа? Вот в чем вопрос. Там, судя по всему, не только о мире, о войне, и можно добавить было пятый вариант, о политике. О политике конкретно. Значит, Лисичанск, РТ, Стамбул. Спасибо большое. Северодонецк приветствует. Спасибо, Нина, что интересно вам слушать Шелеста. Юрмала на связи. Пошумим обязательно. Привет из Антрацита. Ого-го-го-го-го-го. Дня города 3, наверное, я провел у вас на площади. Ива Бобул выступал, Дима Коляденко, группа Никита. Вот как праздник, да, как ведущий этом был на этом празднике. Ой, какая была замечательная эпоха. Прям мощь, прям отлично как бы отрывались. День шахтера и День города в Луганской области, город Антрацит. Это вот один день, да, и поэтому, угледобывающий город, да, Донбасс как-никак. Поэтому спасибо за этот привет из этого замечательного города. Тула на связи, Донецк слушает. Спасибо большое за хорошие слова и комплименты. Красный Лиман не забывает шуметь. И из Омска привет, и Вена тоже с нами, и Катуар здесь, и привет из Оренбурга. Спасибо большое за то, что пишете, откуда вы, и там становитесь спонсорами, поддерживаете. В общем, голосуйте в чате трансляции, мы в конце подведем итоги. Очень интересно, как вы думаете, как вы считываете, да? А что это вдруг так 2 дня подряд созванивались Трамп и Зеленский? Ну, конечно, Зеленский, конечно. Зеленский просто, вот, он прям аж светится. Прям аж светится Зеленский, и его понять можно. Значит, тут внезапно, я сказал по поводу там 5-го варианта в нашем голосовании, вполне себе, это может быть вариант следующий. После разговоров с Зеленским, 2-го разговора, Трамп вдруг поднимает и как бы из праха, из пепла, из старого сундука очень интересную тему. Призывает расследовать попытку своего украинского импичмента в 2019 году. Украинский импичмент был куда более масштабным и незаконным обманом, чем Уотергейт. Я искренне надеюсь, что соответствующие органы, включая Конгресс, расследуют это. Адам Шиф в 2019 году это был зампредседателя комитета по разведке Палаты представителей США. Сейчас это просто сенатор от Калифорнии. В общем, был таким нечестным и коррумпированным, было нарушено и просто попрано столько законов и процедур, пишет президент США в True Social, своей соцсети. Осенью 2019 года демократы инициировали процедуру импичмента, ее отбили в Сенате, поэтому импичмента никакого не произошло, но скандал был жуткий. И я помню, вот только-только Зеленский без году неделя, правда, там пару месяцев как президент, как избранный, встречается с Трампом, созванивается сначала, да, с Трампом, и все требуют опубликовать вот эти стенограмму, вот эту всю, так сказать, весь разговор. И публикуют стенограмму. И это, конечно, вызвало жуткий скандал, потому что мы-то со своей стороны, там люди только особо посвященные понимали, в чем дело, да? Речь шла о коррупции демократов. Там еще Джулиани, мэр Нью-Йорка и близкий к Трампу, тоже заезжал в Украину. В общем, пыталась команда Трампа тогда конкретно прищучить, догнать в свою предвыборку, сыграв. А я напомню, что в 2020 году Трамп проиграл Байдену. И вот в свою предвыборку сыграв, притащить буризму Хантера Байдена, притащить вот эти все, самого Байдена, который говорил «Шокин, сукин сын, давайте снимайте его». То есть это прям был целый клубок такой, который для многих украинских политиков, тогда там депутатов, сейчас некоторые даже из них сенаторы в России, в общем, плохо закончился. Потому что нужно было через и руками Зеленского ударить по святая святых, по клану Обамы, Клинтон, да, вот по самому Байдену, по семье его. И тут сейчас это очень на руку и нужная история для Трампа. Почему? Потому что на фоне борьбы с Китаем идет спекулятивный рост цен, идет турбулентность экономическая, а внутри Америки пожар, он прям серьезно войска будет вводить и применять закон о подавлении протестов.
о бунтах, сначала идет нацгвардия, понятно, из одного штата в другой, там противодействие, люди периодически там вспыхивают стычки по этому поводу. В общем, из республиканских штатов в демократические, так сказать, вводится нацгвардия. Да, и, в общем, проблемы достаточно серьезные, как слоеный пирог у Трампа. И эти проблемы, эта штучка, о том, что это прям Watergate, это же сравнение не просто так. Откроются какие-то данные, люди прозреют. И многие сейчас после вот этого поста подумали, что именно по этому поводу, собственно, и Зеленский на коне. Ему есть что продать, как подсобить политически Трампу. Не деньги здесь важно, а именно политический конкретный акт, конкретный шаг. Зная Зеленского, который может продать всех и все, Коломойский в тюрьме не даст соврать, люди, которых он приглашал на корпоратив, которые спонсировали его предвыборную кампанию «Слуги народа», они тоже не дадут соврать. То есть санкции на них наложены, там, активы отняты. То есть, в принципе, он такой человек, он может ухитриться, как вьюн, знаете, вот так, рыба-вьюн, перевернуться и помочь Трампу в этом. Поэтому, собственно, Трампу и не надо его топить и глушить, потому что он должен... Кто-то скажет, с паршивой овцы хоть шерсти клок, мол, это когда было, 19-й год, никто ничего не вспомнит, но вспомнят, потому что там шли конкретные материалы о конкретных преступлениях. Того же Хантера, тех же, скажем, процессах, когда Хантер, сын Байдена, отмывал деньги, причем фигурировала не только, собственно, Украина, а еще и некоторые другие страны, и Румыния, и тот же Китай. В общем, на фоне Китая эта вся информация, она может подсобить Трампу, успокоить, разбить в пух и прах демократов внутри, и Зеленский с радостью ее продаст. Почему с радостью? Потому что, вот, например, сегодняшнее обращение он записывал именно, с таким очень благостным, переполняемым таким оптимизмом, настроєнням. Шановні українці, українки, щойно я говорив з президентом Трампом, і це вже вдруге цими днями. Детально працюємо з Америкою, щоб посилити нас, нашу ППО, усі наші можливості захисту. Петріоти, передусім, інші системи, також наші... Вы заметили, что Патриоты заглохла тема? Вот заглохла от слова совсем, потому что это ошибка дорого, и, в общем, негде их взять. А Европа каждый день по Патриоту будут покупать? Вряд ли. Но, тем не менее, то, что он сейчас говорит о том, что Патриоты, это как бы ни о чем. Ключик там в другом. Это для внутреннего потребления. активні дії, нашу далекобійність. Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться, що американці можуть дати нам томагавки. Це сигнал. Вот, смотрите, это тоже красной нитью пройдет через сегодняшний шум. Это вот смена риторики. Россия боится. Боится. Томагавков боится, других систем и оружия. Путин слабый, Путин боится. Россия вся, скажем так, не знаю, на чемоданах уезжать куда-то, наверное, всем народом, всей страной будут. В Китай, наверное, попрут. Дальше запускается история. Я очень так улыбаюсь и наблюдаю. Наблюдаю и улыбаюсь. А иногда улыбаюсь и наблюдаю. В общем, о том, что Малюк в этой папочке утвержденных планов диверсии на территории Российской Федерации включил силу Сибири. То есть конкретно предложил Трамп, ну ты сейчас же, да, воюешь с Китаем, а мы как диверсию проведем, как жахнем, и там отключится сила Сибири, вот там, в глубине России, матушки, и не будет доходов у России и, понятно, энергоресурсов у Китая. Даже это сейчас обсуждается и как бы фигурирует вокруг, собственно, вот этих разговоров с Трампом. Що саме такий тиск може спрацювати для миру. Ми домовилися з президентом Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться усім тим, що ми обговорили. І в тому числі це... Эта фраза, это, знаете, это же ему пишут, выводят на суфлер, его вывезли, ну, вывели, да, на улицу, на свежий воздух, поставили вот эти два суфлера, и ему идет текст, он как бы читает, он разговаривает с телефоном, читает, а это вроде как, знаете, как обращение такое путевое, плюс-минус, да, такое уже, ну, серьезное. Говорит, мы договорились,
о том, что наши военные, наши чиновники будут выполнять то, о чем мы говорили. Кто писал эту фразу? Что там у вас в офисе президента? Что-то сломалось, споткнулось? Помарка, может, какая-то была в тексте? Стосується енергетики, газу. Я дякую. Розраховуємо Он дякует. Это тоже важно. на результат. Говорив сьогодні також з президентом Франції Макроном. Теж ключове це ППО, наша стійкість, також дипломатичні заходи наступних тижнів. Ми координуємо наші позиції. Ми домовилися, що наші військові передадуть Франції найперші потреби, і ми пришвидшуємо постачання. Ми обговорили ситуацію на Запорізькій атомній станції. Ми можемо, як це вже було десятки разів, відремонтувати лінії енергозабезпечення станції та гарантувати безпеку станції. Саме український контроль, саме наші українські фахівці є 100% гарантією безпеки. Росія То есть, значит, украинцы идут на станцию, ремонтируют, или там же проблема была в линии, что идет боестолкновение, и в линии там где-то оборвалось, вроде как на российской территории, ну, вот этой части. Ну, туда не подъехать, не подступиться, надо ремонтировать, а это невозможно. И вот он говорит, наши вот будут там. Это типа будет гарантия, что не будет обстрелов и можно будет отремонтировать. То есть это такой тихой сапой претензия на то, что отдайте ее нам, Украине, это же наша станция, поэтому мы продадим ее Америке. И, в принципе, и Путин прав. Помните, он когда-то говорил, о том, втроем будем электричество добывать для всех. Ну, когда мир будет. немає інтересу повертати безпеку. Їх треба дотиснути до цього. Потрібна більш чітка, чесна позиція МАГАТЕ. Росія може і мусить припинити обстріли, щоб ремонтні бригади могли працювати. Проблема в том, что честная позиция МАГАТЭ, если ее действительно взять и показать, то будет достаточно проблемой большой для Украины с точки зрения обстрелов и того, что, когда, куда и в каком радиусе от непосредственно реакторов прилетает. Триває найдовший блекаут на Запорізькій АЕС. Вже майже 3 тижні станція на дизель-генераторах. Так не має бути. Росія користується моментом, і це зосередженість світової дипломатії на Близькому Сході. Путін пішов на ескалацію на ЗАЕС. Також Росія зробила свої удари більш підлими по нашій енергетиці. Получается, что эта стратегия мне напоминает 90-е, когда вот есть какой-то завод, он достаточно, не знаю, завод, да, любой, возьмите там, не знаю, там, фабрика какая-нибудь, неважно. Она достаточно успешная. У нее есть потребители, у нее есть спрос на ее продукцию, все нормально. То есть сотрудники плюс-минус есть. Загоняется завод в долги, доводится до краха ситуация на предприятии, а потом его спихивают. И принуждают условно, да, там кому-то продать. Одного собственника другому или государство собственнику. Ну, в общем, такая стандартная практика. Сейчас мы видим по вот этому посылу Зеленского, что сейчас примерно вот что-то в этом роде. Хочется Зеленскому торгануть, ну вот продать. Там, не знаю, ЗАЭС на томагавки обменять или каким-то образом показать полезность, нужность Трампу. Фактично зараз саме ударами з повітря росіяни намагаються компенсувати те, що не досягли результатів на землі, тих результатів, які хотіли за весну та літо. То есть Россия ничего не достигла, нет никакого продвижения, результата нет. То, что в Купянске происходит, да бог с ним, там наступление активизировалось в Сумской области, тоже ерунда. Наоборот, Украина везде наступает. Наоборот, они ничего не достигли. И от бессилия, потому что Россия боится, что им дадут томагавки, они бьют по энергосектору. То есть вот как это все препарируется и подается. И украинский гражданин, слушая украинского президента, ну, не знаю, вот это вот может спокойно потирать мочки уха и нащупать там очередную вермишелинку. І наші воїни просто молодці. Дякую вам, хлопці. Стримали все це. Зараз українські підрозділи продовжують контрнаступальні наші дії в районах Добропілля і також в інших районах, зокрема на Запорізькому напрямку поблизу Оріхова. Там є просування наших
наших військ. І на сьогодні більш ніж на 3 кілометри. Дякую воїнам 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар», 33-го штурмового полку та іншим нашим підрозділам, які були задіяні. Важливо, щоб були зараз успішні наші контрнаступальні дії в дипломатії. Кожен має бути результативним по лінії МЗС, всіх державних інституцій, також неформальної нашої дипломатії. Смотрите, по поводу этого добропольского контрнаступления уже 1000 раз все сказали. Это прям, ну, такая, не знаю, тяжелая история. Вообще там непонятно, кто идут встречные бои, и периодически там возвращают позиции то одна сила, то вторая сила, которая на фронте. Но тут же нужно продать какое-то контрнаступление. Россия, значит, не смогла ничего на поле боя, она боится томагавков, мы наступаем, смотрите, на 3 километра прошли, и вообще, если честно, смотря на вот это оно особенное сегодняшнее обращение Зеленского, он пытается от нас что-то скрыть. Все он пытается от нас скрыть. Даже вот тут два варианта. Или это он наговаривает, ну, ради того, чтобы наговорить, или там действительно такая ситуация, что нужно было очень торопиться, его быстренько вывели на улочку, записали, он быстренько прочитал, потому что идет абсолютный такой, ну, поток в этом обращении. Это делается в двух случаях. Или что-то физически происходит, ну, с физическим состоянием, или с каким-то графиком, очень быстро нужно быстро записать, а потом куда-то ехать, бежать, идти, встречаться. И поэтому это сделано так, да, на отстань. Или он пытается заболтать. Я за второй вариант. Дальше объясню почему. Мільйони наших людей в державі працюють зараз, щоб Україна могла захиститись, щоб Україна мала достатньо зброї, достатньо підтримки. Героїчно працюють зараз наші енергетики, ремонтні бригади, багато наших комунальних служб, ДСНС передусім. Я дякую всім вам за ефективність. Я хочу сьогодні відзначити тих, хто цими днями проявив найбільшу фаховість та відданість справі. О, а это вот новиночка. Такое было редко, но вот сейчас есть. Сейчас вот эти люди, которые энергетики, да, он сейчас назовет поименно погибших, поименно тех, кто отличился в шостке, везде, то есть кто, рискуя жизнью, ремонтировал, ну, ремонтировал подстанцию, ремонтировал. То есть это делается тоже не просто так. Багато таких команд по всій країні, різні наші працівники. Зокрема, Сергій Тітов та Андрій Євменов із шостки Суми обленерго. Дякую вам. Дмитро Гелевер та Віктор Ладор, працівники Укрнафти на Сумщині. Максим Савченко, Ігор Бакарьов, Євген Краснокутський, працівники Укргідроенерго із Запорізької області. Я дуже вам дякую, хлопці, та усім вашим колегам. Спасибо, мужики. Обычно это возникает и это вставляется в речь Зеленского только в двух случаях. Когда, ну, собственно, нет побед на этом фронте, и ситуация на самом деле удручающая и катастрофическая. Эти энергетики, они это все прекрасно понимают. Да? У них бронь от мобилизации, поэтому они уйдут, конечно, с работы вряд ли, но они конкретно понимают судьбу своих коллег. Когда разбили ТЭЦ, а потом всех энергетиков, которые работали на ТЭЦ, отправили в ТЦК на службу в армию. Там ситуация архисложная и архинапряженная. Плюс, конечно же, да, во время обстрелов дронами прилетает и по ним, по ремонтным бригадам. То есть ты еще и жизнью рискуешь. Было сообщение о погибших энергетиках из ремонтных бригад. Ты и жизнью рискуешь. Ты, если твое предприятие, твоя подстанция, твой сектор уничтожен, ну, какой-нибудь централь, да, все, ты не нужен. А что? Нет, до свидания. Сокращение массовое и отправка на фронт. Все это понимают. Обычные вот эти монтеры, которые, да, вот сейчас вот таким вот макаром как бы публично, поіменно, так сказати. Максим Бокач та Юрій Бриш на Київщині. Дякую. Чернігівщина. Надзвичайно складна ситуація, як і на Сумщині, на Харківщині, на Донеччині через постійні російські удари, тривоги, зальоти російських дронів. Тільки цієї п'ятниці від удару російського дрону по машині енергетиків на Чернігівщині 2 людини, на жаль, загинуло. Це Анатолій Савченко, Руслан Дейнега. Мої співчуття. Ще 3 були поранені. Анатолій
Таптун, Олександр Чуйко, Артур Оболенський. Це саме енергетики, люди, які працюють, щоб інші могли жити. Сьогодні був О, удар російського дрону по підстанції на Київщині. Теж, на жаль, люди постраждали. І постійно під ударами наші енергетики та кожен, хто працює для відновлення, для ремонтів, для генерації, для постачання. Справжній герой. Я дякую всім вам. Так само і інші наші області: Полтавщина, Одеська область, Дніпровщина, регіони Центральної. Ну, короче, он начал за здравие, закончил за упокой, понятно. Но это все исключительно построилось таким макаром, чтобы заболтать главное. А что это за разговоры с Трампом? А что к чему? А какая ситуация вообще на фронте? Вы заметили, что в этом обращении нет, кроме посыла, что Россия боится, кроме, ну, нет вот этих уже, скажем, обещаний вырубить российский там, ТЭЦ, Белгород от света, блэкаут в Москве создать. Может, это общение с Трампом позитивно влияет на Зеленского, и он перестает делать вот эти обещания, которые бумерангом прилетают обратно по украинским тем же энергетикам и простым людям. Может быть, что-то, какая-то сверхзадача? Нет. Все просто. Когда ты говоришь и называешь поименно там ратных борцов, воинов света в прямом смысле этого слова, потому что они воюют за свет от энергетики, когда ты там вспоминаешь тех, кто погиб, когда ты, конечно, поддерживаешь, вот, ты как бы ближе к людям, и они к тебе тянутся. А об ударах по российской территории напоминать не надо, потому что сработает причинно-следственная связь. То есть, подожди, так мы же выбили и это, и то, мы же такие мощные, потужные. Об этом не надо говорить в одном тексте. Об этом можно как-нибудь потом сказать. И все уже забыли, что там он говорил вчера, позавчера. За этим и нужен этот формат ежедневных обращений, чтобы заболтать, чтобы разорвать, вроде насытить, но разорвать причинно-следственную связь. Что Украина выносит НПЗ, Украина долбит по точно таким же, вот точно так же может выходить и говорить по гражданским объектам. Ну, заправка гражданский объект или не гражданский? Там, централь какая-нибудь. Гражданский или нет? Мы говорим, что гражданский, украинская сторона. Российская сторона может тоже так говорить, что это тоже гражданский объект. И между этими двумя посылами не должно быть связи. Не должно. Потому что украинцы, они вот сегодня включили, послушали, ой-ой-ой, и это же через личность доносится. Это же, вот знаете, как невозможно переиграть ребенка в кадре и животное. И все так, ой, как мило, как мило. Он же вспомнит и там Топтунова, и вот этого там Оболенского, и вот этих всех назвал. Представляете? А как приятно человеку, наверное, или его семье, что целый президент целые там 20 секунд уделил этому время. Потому что ему нечего сказать. И нужно отрывать, чтобы никто не сообразил, и чтобы все, так сказать, были облучены вот этой вышкой, да, общей канвы и пропаганды. Ну, по поводу освобожденного села річ йде о малих Раді Щербаках. доповісти, що в результаті спільної операції бійців 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» населений пункт Малі Щербаки під контролем Збройних сил України. Значит, что мы видим здесь? Айтар, вот у нас тоже все такие очень потужные у них стяги. 4 человека в кикиморах с автоматами стоят на фоне разрушенного дома и, так сказать, сообщают об освобождении. По словам Зеленского, продвинулись на 3 километра. Насколько это правда? Скорее всего, правда, действительно. Это запорожское направление, это ореховское направление. Вполне вероятно. Мы можем даже найти вот эти малые Щербаки непосредственно на карте, да, то есть вот здесь Орехов, и вот они, Малая Токмачка, Новоселовка, Мирная, и вот здесь, вот здесь, на этом направлении, вот они, малые Щербаки. Они, видите, освобождены. То есть вот этот населенный пункт, вот так он выглядит на карте Deep State, и за сегодня прошли целых 3 километра, говорит Зеленский. И вообще здесь видите, как все бои освобождаются, все хорошо на Ореховском направлении, вот все нормально, гуляй-поле, вот сюда. Но странный выпад на Димитров,
вот здесь, например, да, ну, Димитров по-старому, вот смотрите, здесь Мирноград, Миролюбовка, здесь абсолютно неожиданный был рывок вперед вот в этом направлении, потому что здесь тяжелейшие бои вокруг Покровска идут. То есть есть конкретное заявление о том, что продвижение войск Российской Федерации, и они уже зашли непосредственно в Константиновку. Это черта города считается. И вот здесь Дипстейт рисует серую зону. Непонятно, да? Но серая зона. То есть бои уже в самой Константиновке. До этого не, ну, в общем, не могли пробиться вперед. И также здесь нужно отметить там очередные вот такие броски вперед возле Северска. Вот здесь, как здесь. Тут Дроновка, это Серебрянское лесничество, вот идет какой-то охват. То есть Ямполь, здесь очень острая и напряженная ситуация, конкретно здесь. Ну и понятное дело, да, то есть это Купянск, который кто-то говорит на 2/3, кто-то говорит уже практически полностью, за исключением вот этого вот небольшого, вот здесь, небольшого куска застройки, да, жилой, уже полностью контролируется российскими войсками. Ну как контролируется? Там идут бои. Очень большие, видите, поселок Мирное, очень большие куски самого Купянска, они в так называемой серой зоне. И продвижение в юбилейный вот здесь было тоже зафиксировано. То есть Купянск практически пал. Плюс, как я уже говорил выше, это активизация наступления на Сумском направлении. Здесь тут тоже встречные бои. Совсем недавно вот Алексеевка, Андреевка, да, Андреевку освободили, ну так в Алексеевке пошли. И здесь точно так же Юнаковка, Яблуневка. Было продвижение украинских войск, и Сырский об этом бодро рапортовал. Проходит 2 недели, и рапорт Сырского можно класть в мусорную корзину, потому что ситуация меняется непосредственно на передовой. Зеленский — это как бы квинтэссенция того, как правильно и как грамотно пытаются выстроить его спичрайтеры, его там политтехнологию, его появление непосредственно в тяжелый период для страны, в кадре и вообще в принципе, да, то есть позиционирование. Плюс все прекрасно понимают, что разговоры с Трампом, они вообще о другом. И скорее всего, о конце войны. Потому что Трамп четко взял курс, говорит, да, я там 7 войн остановил, премию мне Нобелевскую не дали, но я все равно буду продолжать останавливать эти войны. А по поводу людей, как верят Зеленскому, как это работает, это облучатели пропаганды, ну, можно спокойно на фоне тяжелейших ударов, обстрелов по Украине, можно спокойно судить и считывать по людям, которые спускаются в киевское метро. То есть сидят люди и кричат: «Зе, спускайся до нас! Спускайся к нам, Зеленский! К нам, Зеленский, спускайся!» Тревоги, участившиеся, подрывают сами по себе, по факту, людям рабочий день, графики, транспорт, делают невозможными, да, вот какую-то жизнедеятельность, бизнес, просто труд любой. Плюс, конечно же, блэкауты и удары по энергетике, которые вызвал сам Зеленский огнем по российским объектам. Об этом он сейчас молчит. Теперь он говорит, мы будем отвечать. А вот эти украинцы, которые сейчас сидят в подвале, должны говорить, это вот вы же по нам бьете, поэтому мы отвечаем. Кто первый? Это как в детском саду. 2 маленьких хлопчика дерутся, бьют друг друга. Ты первый начал, не ты первый начал. И вот эту простую логику пытаются использовать в украинской пропаганде. Хотя на самом деле нужно просто идти, договариваться. И как он говорит, нужно контратаковать в дипломатии. Дипломатический трек нужно поднимать.
Отличнейший просто эпизод, вот пару дней, да, там, когда в Инстаграме сначала внучки Трампа появляется ролик, потом команда Трампа выкладывает ролик, они под трек Скриптонита, да, вот. В общем, не сдавайся никогда, вот это все духоподъемненько, мотивирующее, играют в гольф. А потом, немножко позже, появился, ну, вот сам разговор Трампа со своей внучкой. Як справи в Білому домі? Чудово. Я добре проводжу час. Ми зробили чудову роботу. Я зупинив 7 війн. То есть спрашивают, как дела в Белом доме? Да отлично, отлично, мы нормально работаем, я остановил 7 войн. Надеюсь, Путин и Зеленский тоже скоро остановятся. 7. І сподіваємось, що ми змусимо Путіна і Зеленського припинити вбивати всіх. Але все було дуже добре. Економіка була чудовою. Ну, в общем, все было отлично, и поехали. Так сказать, удар клюшкой, победный, далеко, ну, не очень полетел, но тем не менее, внучка Все рада. буде добре. А, Так, ти можеш вдарити. Ти прямо проти вітру, Люба. вот она Це бьет, хороший замах. Прекрасно. Трохи праворуч. и Трамп доволен. У него все хорошо. У него все отлично. В Белом доме он с внучкой, видите, играет в гольф. У него все замечательно. Ему подсунули какую-то историю, которая якобы может быть шибко важной тайной о украинском импичменте 2019 года. Понятно, это все купируют, подточат так, чтобы ни на кого из кого надо, да, в общем-то, не бросить тень, и он будет с этим носиться, с этой темой. Но Зеленский укрепил свои позиции, потому что это же он сейчас, кто там, Малюк, да, глава СБУ, они подымут все архивы, всех поднимут, скажут, вот тебе Трамп, вот украинский импичмент, как это было с украинской стороны, мы сейчас, конечно, тебе поможем. И он начнет заниматься внутренней историей. Плюс давить на Китай. А тут Зеленский, смотрите, какой классный. Он и силу Сибири может взорвать. И он вообще очень полезный чувак. Он очень классный и полезный. Давай только, Трамп, только намекни. Дай какой-нибудь намек, дай какой-нибудь повод. Я сделаю диверсию, я все сделаю. Но не задавай мне вопросы про деньги и не задавай мне вопросы про власть, срок которой исходит. Просто уже ушел. А может и, собственно, быстренько удастся переиграть. Уже пошли слухи, что на весну планируют вот эти внезапные выборы. Так, раз, и Зеленского опять переизбирают. На этом фоне укрепленного Зеленского в политическом реноме перед тем же Трампом. Но Трамп не так прост. Об этом говорит тоже не такой простой Лукашенко. Александр Григорьевич, как-то много стало совсем в последнее время опасных сигналов эскалационных. Из США мы слышим уже рассуждения про томагавки. А это оружие такое, которое, конечно, далеко может достать. Далеко если летает. что. Да. Да нет, я думаю, что нам надо в этом плане успокоиться. Я как-то говорил уже, может даже и вам, что у нашего друга Дональда определенная тактика ведения работы по самым острым вопросам прежде всего. Поэтому он, мне кажется, где-то так это наклоняет соответствующие органы власти и людей, где-то так это пожестче действует. А потом тактика такова, что он немножко отпускает и отходит. Поэтому не надо вот так в лоб это воспринимать, что вот... Смотрите, это он говорит о томагавках. Но точно так же и о Зеленском. Где-то давит, где-то отпускает, где-то отходит. И вот это вот мы новую главу отношений Зеленского и Трампа сейчас примерно и наблюдаем. Завтра оно и полетит. Ну, а потом, сегодня мир многообразен. Против любого яда есть противоядие. И думаю, что президент Соединенных Штатов это понимает лучше, чем кто-либо. И чтобы не скатиться вот в эту колею, когда будет к этому серьезному яду применено противоядие, он понимает, что этого быть не должно, и думаю, что до этого не дойдет. Я так понимаю, зная немножко его как личность. Поэтому все будет нормально. Все будет нормально. У Лукашенко так точно. Он его знает как личность, все хорошо. Но он в очередной раз сказал, что нужно, вот сейчас, анонсирует Лукашенко, начнется процесс давления на Зеленского. Ну вот сейчас
Скажет Трамп Зеленскому останавливать войну, и тот начнет останавливать. Вот примерно так это все и будет выглядеть. Договорится он, его как-то уломает, и все. И все будет нормально. Прижмет к ногтю, там где-то кулуарно, на публике они будут целоваться в десны, на публике будет счастливый Зеленский, который каждый день с ним созванивается. Но это же могли быть звонки давления. Давления не прямого. Не в том, что цыц, и все, и Зеленский начал выполнять условия Анкориджа, а немного другого давления. Тут же, видите, Зеленский торгуется, пытается ЗАЭС продать, пытается другими моментами продать, выторговать, каким-то образом изворачиваясь, лучшие условия добиться. Но Лукашенко тоже сказал, что, в общем, он повторил свой тезис о том, что Украина может не сохраниться как государство. Хотя все равно от этих нарративов, как модно сейчас говорить, веет сменой вектора в сторону мира. Даже Тимошенко вийшла. Говорить, потерпіть, скоро все кончиться. Тримайтеся, мої дорогі, тому що я, наприклад, знаючи інформацію, вірю, що завершення цієї війни не за горами. І ми дуже всі на це сподіваємося і всі для цього працюємо. Вот так вот. Тимошенко что-то знает. Говорит, скоро все закончится, все работают, у меня есть информация. Ну какая, не скажу, откуда тоже не скажу, но все работают над этим. Держитесь, продержитесь еще чуть-чуть, еще немного, еще чуть-чуть. Прошлой ночью в Харьковской области ударом уничтожен лицей. На этот лицей в прошлом году выделили 235 миллионов гривен. Никто в этом лицее не учился. Все были на дистанционке. Чугуев опасный город. И там недалеко линия фронта. Понятно, много военных, много всего. То есть внутри он сейчас продолжает дистанционное обучение. Но деньги ввалили немалые на войну. Во время войны на то, чтобы его облагородить и сделать красиво. Вот эти сэндвичи, или как это называется, эти панели, все заставили. Ну, кто будет заканчивать эту войну, когда есть вот такой выхлоп? Когда есть вот это чудо, не знаю, просто неимоверное, диво дивное, когда ты можешь по 5 раз строить, а можешь и не строить, туда прилетает, деньги, откаты отмывают, и все хорошо. Зачем заканчивать эту войну? И никто не хочет заканчивать эту войну, разве что, ну, кроме таких простых людей. Ермак, понятно, сделал сегодня, это об этом говорилось, вчера был прилет по Константиновке, по храму. Значит, Ермак пишет о том, что, в общем, когда тебе 4, у тебя впереди вся жизнь, но россияне решают иначе. Они сначала убивают твою маму, а потом отнимают и твою жизнь. Значит, 11 числа вчера в Константиновке был удар, прилетело в храм, ранило священника, его сына убило. Да, а мать погибла от обстрела там, на неделю, на несколько дней раньше. В общем, убивают невинных. Это просто ужас, просто злость. То есть злость. Ермак вот сеет, видите, надо злость, эта злоба должна тобой овладевать. Ты злись. Ну, потом он говорит, апдейт, ну, типа, обновленная информация. К счастью, священник выжил. Ну, ему серьезно там посекло ноги. В общем, у священника действительно большие травмы. Такие, достаточно серьезные. Но вот маленький ребенок погиб, мать за неделю до этого погибла. И вот такая, мол, судьба. Да? Ну, это матушка, это жена была священника, священник остался один, храм разбили. В общем, это должно вызывать злость. Не желание все остановить, не повод безвинно вот этих убиенных детей, ну, их помянуть, не допустить этого, а у тебя должна быть злость, украинец. И тогда ты не увидишь, как в Чугуеве, ну, вот, собственно, да, можно отмывать деньги на строительстве, ремонте или облагораживании
Гольф-поле можно открыть в Чугуеве. Надо, кстати, хорошая идея. Открывать гольф-поля в прифронтовых территориях. Ну а чего? Травку посадили, газончик, все, там, флажки поставили, лунки выкопали. Но ты должен злиться, потому что случаются вот такие трагедии. Если ты не хочешь злиться, то у Ермака и, собственно, офиса президента есть для тебя еще один такой, еще одна опция, да, еще один вариант. Ты можешь радоваться. Радоваться, ну вот, например, как в Донецке разбомбили, сгорело все, подчистую и наухналь, гипермаркет бывший Ашан. Это большой гипермаркет. Был Ашан, стал у них Сигма, называется. Короче, репортаж из первых уст. Горит там, конечно, знатно. Сейчас ближе подъеду, посмотрим. Сгорело все полностью. Вот это кадры, которые на утро. Да, то есть прилетело хорошенько. Вот еще буковка А торчит. Ашан, который уходит, не уходит. Но это же там территория все-таки Донецка. Я имею в виду из Российской Федерации. Поэтому Сигма. В общем, нет теперь Сигма. И это вызывает необыкновенную радость. Радость. Ну, зачем им гипермаркет в Донецке? Давайте порадуемся, что ну вот взяли и уничтожили этот объект. И работает это в две стороны. Ну, то есть, военный смысл есть, был поражение вот этого гипермаркета. Конечно, был, скажут, там вот военная техника, там все военные. Но тогда точно такой же смысл, когда бьют по эпицентрам, новым почтам и другим объектам, таким масштабным, большим. В этом и заключается вот этот цинизм этой войны. Но когда у противника это радость вызывает. А по сути, это колоссальные убытки, это жертвы, и это полностью изменившийся кусочек жизненного пространства на этой территории, поэтому поедут другие супермаркеты теперь, например, в Донецке. Точно так же там в Горловке был обстрел, в Белгороде был обстрел. Это все меняет и влияет на жизнь людей, и никто это не хочет останавливать, потому что проще же заработать, приспособившись. Об этом сегодня написал, заработать, приспособившись, Юрий Катьянов. Значит, это длинная история, я ее в каком-то позапрошлом из шумов тоже ее демонстрировал, они записывали обращение. Это, в общем, руководитель, командир роты беспилотников дальнобойных, те, которые выполняют задания в глубоком тылу Российской Федерации. Его этот, скажем, его взвод этот расформировали, разогнали. Он страшные вещи говорит, страшные прям рассказывает. Таких, от которых вот по-настоящему стынет кровь. Значит, что интересного? Интересно то, что он называет себя выкрывачем. Это как бы в какой-то степени это вот человек, который помогает органам, да, вот, разоблачать. Разоблачителем он выступает. И ключевым свидетелем по делу фирмы Firepoint, которая производит ракеты «Фламинго» и считается близкой к бизнес-партнеру Зеленского Тимуру Минтичу. Решение о ликвидации нашего подразделения было принято лично Зеленским, потому что я являюсь разоблачителем по делу Firepoint. 2 октября дал показания в НАБУ, и 3 числа утром ликвидировали подразделение. В моих показаниях есть и Зеленского фамилия, добавляет Касьянов, публикует повестку на допрос в НАБУ. Он также сказал, что 8 октября расформировали его подразделение, направили служить в другую часть Госпрогранслужбы. При этом, по его словам, база подразделения разрушена и разграблена. И дальше такой текст. Раньше я всегда боялся, что в расположении подразделения прилетит шахет или Искандер. А оказалось, бояться нужно было наших украинских подонков и предателей. Также несколько ребят принципиально ушли в СЗЧ. По словам Касьянова, сейчас он находится в сборно-пересыльном пункте в Ровенской области, в скотских условиях, фактически в положении арестованного.
Меня, старшего офицера, добровольца 2014 года, поселили в одной казарме с мобилизованными и не позволяют выйти, охраняют как уклониста. Мое физическое состояние ухудшается с каждым днем. Дайнек, это глава погранслужбы, меня отсюда живым не выпустит, пишет Касьянов. Если вернуть историю назад к шашлыкам на майские, я бы не стал готовиться к войне, не готовил бы оружие, боеприпасы, дроны, полевые запасы, продуктов и медикаментов, не стал бы воевать с первых минут, ночевать в лесу, голодать, не попал бы в окружение, не разрабатывал бы дроны, не строил бы производство дронов, не создавал бы подразделения, не наносил бы удары по врагу, я бы посадил семью в машину и, пока еще было возможно, уехал бы из этой страны ко всем чертям собачьим. Больше здесь делать нечего. Здесь рашка, написал бывший командир подразделения. Красноречиво да нельзя. Здесь рашка. Все. Финиш. Ну и на этом фоне своеобразным образом выглядит, ну, если тут рашка, да, то понятно, например, коментарій Безуглої, який вона дала в інтерв'ю о Сирському. Треба розуміти, що Сирський теж продукт певною мірою. Сирський продукт. Цієї системи, да? Але він один з найсильніших, який пробився на вершину і її намагається утримати будь-якими методами. При цьому, наскільки, з моїх висновків, того, що я знаю його і те, що і як відбувається, він навіть він вірить в те, що він діє правильно в даних обставинах. Просто у нього майндсет такий, які у нього глобальні завдання. І це не тільки там завдання від президента, бо це просто очевидні речі, які він має втримати фронт глобально, так? Ну, тобто, щоб вони там, росіяни не прорвалися завтра до Дніпра, або до Сум, або до Києва з іншого боку, да? Або ще щось. Тобто, утримати Збройні сили від колапсу, тобто зберегти їхню керованість. Це один із ключових принципів. Смотрите, сохранить управляемость. Касьянов, патриот, он служил не под командованием Сырского, а под командованием Дайнеки. Это погранслужба. Да? Но тем не менее, он выполнял задание дроновое, полетное. Он сейчас находится в распредпункте. Ну, то есть, с обычными мобилизованными. А они же вот те, это же они считались, что они там высшая лига. Простыми смертными, представляете? И их там как в тюрьме держат. А некоторые в СЗЧ ушли. Почему молчит главком? Потому что это как бы не его дело. У него дело глобальное. Чтобы фронт не обрушился, чтобы управляемость сохранить. В этом и смысл у Банковой подтянуть конкретных правильных военных, да, к управлению, к влиянию, сказать, смотрите, вот военный, красивый, здоровенный. А это кто? Это Касьянов. Он тут рот открыл в сторону Firepoint, Фламинго и Миндичей. Говорит, деньги, решил нас разоблачить. Говорит, деньги крадем. Это вот вражина. Все. А Сырский, вот, понимаете, Сырский держит все фронт, держится на нем. О каком Марьяна Безуглая говорит фронте, который удерживается, если 250 тысяч СЗЧ, она же называет в этом же интервью. До інтерв'ю з вами я, звісно, пішла опитати багатьох військових, що б вони спитали, чи які питання їх цікавлять загалом. І я вам скажу, що велика кількість зосереджувалася саме на СЗЧ. Да, на термінах служби, це те, що ви проговорили вже, власне, і на СЗЧ. От, власне, чи знаєте ви, яка статистика СЗЧ і яке рішення, на вашу думку, найкраще щодо протидії цьому явищу? СЗЧ – це, скажімо так, симптом, наслідок більш глобальних проблем, про які ми, зокрема, говорили зараз. Щодо статистики, зараз у нас СЗЧ не стільки, скільки була армія до повномасштабного вторгнення. Це вражаюча цифра. Це достатньо великі цифри. І якщо ситуація буде таким чином розвиватися, то ми матимемо
не скоро, не скоро, скажімо так, доволі скоро, а кількість СЗЧ, які, ну, це буде половина нашої армії. Але Пол армии в СЗЧ скоро будет. То есть, вот такая эффективная мобилизация, вот такой эффективный Сырский, вот такая эффективная вообще система, когда половина армии в СЗЧ. Даже этот Касьянов говорит, у меня в знак протеста люди ушли в СЗЧ. Они боролись, обращения записывали, пытались чего-то сказать. Нет, все, на самоволку. Ловите потом, ТЦКшники. Еще один выходит, Юрий Луценко, бывший нардеп. И тоже говорит, что растет количество СЗЧшников. В сентябре только 20 тысяч человек ушли. То есть они 20 с лишним, а там упала мобилизация, да, то есть не 30 тысяч в месяц, а 20 тысяч они там худо-бедно находят, и 20 тисяч уходять в СЗЧ. Те, що мені болить. От 19 тисяч 44 чоловіка за вересень офіційно втекли з армії. 19 тисяч. Тобто, ну, от округляємо, да? Скільки буде 20 тисяч, да? З початку року, ну, це до 160 тисяч. З початку року. І я вам скажу, що тут насправді це набагато гірше в реальності, через те, що насправді ці цифри визначаються не кількістю тих, хто втекли, вона набагато більша. А кількістю зареєстрованих кримінальних проваджень співробітниками Державного бюро розслідувань. Тобто кількість співробітників, котрі сидять на реєстрації, є обмеженою. Відтак, ця обмежена кількість, значить, вона не може зареєструвати більше, ніж там певний потолок, певна стеля. І те, що у вересні, наприклад, було більше, ніж у серпні, я це пояснюю одним, що повернулися з відпустки ті, хто реєструють кримінальні провадження, і стало більше зареєстровано кримінальних проваджень. Вот так вот. А отпуска, уголовное производство. Вообще это пол армии в СЗЧ. Вот это армия. Так это называется анархия, как у батьки Махно. А в учебках, там, где Касьянов сейчас в распредцентре находится с обычными мобилизованными, говорят, не учат ничему. Потому что там прибились вот эти инструкторы, получают по 20 тысяч гривен, и на фронт не хотят, и вроде как же делом занимаются, их не будут отправлять на передок. Кто-то же должен чему-то обучать. Вот они и обучают, как могут, ничему. БЗВП это ни о чем. Их там ничему не учат. То есть приходят бойцы нульцевые из БЗВП, потому что инструктора, те, которые сидят там годами, не были многие на войне, ну, за зарплату в 20 тысяч гривен их ничему не учат. И те, которые приходят сейчас новые, ну, они по 2 раза там с автомата стреляли. Разве это подготовленный пехотинец? Там, ну, нет, конечно. А скажи, будь ласка, так проблема може не в тому, що в нього досвіду немає, в тому, що може там така зарплатня, що жоден з досвідом військовий туди не піде? О, может проблема в том, что зарплата у инструкторов маленькая. Не потому, что люди там, не потому, что они... то есть тут же логика какая. Ты не был никогда на войне, но ты учишь, как воевать. Получаешь 20-ку. Может, проблема в том, что тот, кто был на войне, туда не пойдет, потому что мало денег. И вроде как не получается не заменить профессионалом вот этого инструктора. Ну, логика какая. Ну, конечно, то, что я там писал в блоге, зарплата военного сейчас в тылу 20 тысяч гривен. Ну, зарплата там охранника в АТБ 25. Ну, кто захочет пойти там обучать или еще что-то? Никто. Никто не захочет. И вот так вот и учат. Ну, такая история. Мало денег, мало. Причем гребут себе откаты, менеджеры вот эти 5-6. Отлично ремонтируют дороги, клумбы в Константиновке, Покровске и так далее, в тех местах, где будут, ну, зарывают деньги просто в землю, да, но вот военным не платят. Ничего страшного, сейчас Урсула даст денег и в следующем году увеличат зарплату, увеличат обязательно, и тогда-то ситуация изменится. Так а что с этими мобилизованными? В чем проблема вообще мобилизации? Самый патриотичный патриот, самый военный из всех военных, потому что Азов, да, Жорин говорит, сломалась мобілізація. Історії там дуже суттєва різниця між статистикою, яка, наприклад, там є у ТЦК, скільки вони людей набрали, і фактично скільки людей з них доходить до підрозділів. Все це вказує на те, що, мабуть, певні проблеми з мобілізацією у нас є. Тобто у нас є певні проблеми, какие-то проблеми. То есть скоро подойдет к тому, что половина армии будет в самоволке,
ну или в СЗЧ, там и дезертиры, и просто люди, которые убежали, сбежали. И тут есть какие-то проблемы. А что же делать? Наверное, надо просто победить Путина. Ну вот взять и победить. Как? Какой-то другой армией. Будущей. Представляете? Будущей. Выходит офицер Ярославский, воюющий, в эфир и говорит, что вот сейчас самое время 15, 16, 18-летних брать и обучать, готовя армію будущего. Для того, щоб розірвати це замкнуте коло, оце нескінченна атаки Російської Федерації, ми повинні підготувати нову армію. Новая нужна армия. С этой уже все понятно. 20 тысяч гривен, у охранника ВТБ 25. Понятно, что никто не хочет идти обучать там чему-то еще. Ищут все, если там удалось вырваться живым с фронта или там непокалеченным, ищут все другие. Новая нужна. Хватит уже этой армии, эти СЗЧ постоянные. Вот давайте все с нуля. Нову армію, яку ми зможемо випустити через 5 років. Тобто Європа це зрозуміла, вона в 23-му році почала формувати новий тип армії. А ми на сьогоднішній день через виснажливу війну не можемо дозволити собі сформувати паралельну армію з людей, яких, наприклад, зараз їм 16-18 років, і зробити з них через 5 років якісних військових. О, надо через 5 лет вот это взять их и через 5 лет их сделать качественную армию, абсолютно другую. Ну, потому что это тренд такой. Европа, он уже даже поняла. А мы не можем, у нас война, гребем всех подряд, воюем. Так надо войну закончить. Нет? Нет, это параллельный процесс. Более того, все документы для вот этого, для этой подготовки мега-супер классной армии из сегодняшних детей уже готовы, уже переданы куда надо. От саме над цим ми повинні зараз думати. Саме ця стратегія з нашими партнерами, як Урсула фон дер Ляйн сказала, Україна повинна стати сталевим дикобразом. Как вообще этот пример может вообще крутиться на языке у людей, которые там, ну, были экспертами, военными, да, вот воевали не по стальным дикообразом? Я, если честно, вообще не ожидал услышать из любых уст со стороны людей украинских, ну, которые воевали, что им прям это нравится, потому что Урсула сказала стальной дикообраз. Поэтому и мы это повторяем. Ми повинні зараз запропонувати. У нас є стратегічний план, як це зробити. Цей план ми вже предоставили вищому командному керівництву. Це по факту створення паралельної армії, університета, нового типу війни, нової структури війни, яка завдяки нашим партнерам зможе сформувати через 3-5 років нову армію. Коли в твоїй країні є сильна армія, війна навіть не почнеться. Тобто основна мета армії – це не початок війни, тому що кожен буде боятися напасти на таку країну. Іншого у нас способу немає. То есть, чтоб меня боялись, чтоб не насмехались, получается вот так. Новая армия уже должна быть, ну, на подходе. Давайте все быстренько в ряд, в однострой, будем новую создавать. Вместе с Европой, вместе с Урсулой. Потому что... А так а со старой что делать? А старую, наверное, стачивать в этой войне. Потому что войну надо останавливать. А потом уже заниматься какой-то армией, чтобы боялись, чтобы там не повторилась война, чтобы быть сильными. И так все понимают, что этот опыт ни российская сторона, ни украинская просто так не пройдет бесследно. Во всех смыслах, и социальных, и, конечно, вот с точки зрения там, силы армии. Ясное дело, что там никакая армия, там польская большая армия, все такие профессионалы, но не участвовали они в боевых действиях. Это не ровня той армии, которая в боевых действиях участвовала. Но Ярославский вообще дальше пошел. Говорит, британцы, вот у них есть план. В 28 году начнется мировая война. 28 год. Вся Восточная Европа будет гореть. Ну, то есть, что имеется в виду? Будет Россия обстреливать всю Восточную Европу? Или там пойдет, переступит, наверное, через нашу новую армию, которую мы будем уже сейчас готовить? Или мы будем готовить, и они не заметят, переступят, пойдут дальше в Европу? То есть, будет мировая война.
Если у нас будет мировая война, то о какой подготовке новой армии вообще идет речь? Надо выскакивать из мировой войны. Надо выскакивать, обкладываться вот этими мешками с песком, тяжеленными договоренностями о том, что мы не-не-не, мы ни с кем, вы там, если что, вы воюете, мы там, у нас нейтралитет, мы ни за кого. И нейтралитет в этих перспективах даже лучше для страны и народа. Нейтралитет, все, мы не с вами, мы не с НАТО, мы не там условно с Россией, мы там не с турками, не с болгарами, не с румынами, не с грузинами. Отстаньте. Но это, наверное, очень тяжелая логика и очень сложно понять, особенно сейчас, на фоне вот этой истерии, массовой истерии войны. Истерии, которая просто необыкновенным образом льется. Кашулинский, тот, который рассказывал, был вице-спикером парламента, рассказывал о том, что сейчас надо рассказывать, что русскоязычным надо все забрать, все льготы. Еще же выдал, ну, в общем, и всех штрафовать, заставлять на украинский переходить. Он выдал еще же интересную штуку. Он говорит, что вот вы не идете в армию, вот вы в армию не идете, а россияне приходят и вас, ждунов, на мясо пускают. Гірше для нас. Ось я нещодавно спілкувався з своїми побратимами. Це є батальйон «Свобода», 4-та бригада Рубіж Національної гвардії, командир Петро Кузик, колишній депутат Київської міської ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», командир батальйону. От вони зараз в полон беруть мешканців Херсонської області, Запорізької області. Тобто московити зараз підгрібають, вибачте за таке слово, всіх прямим текстом зайшли на територію, забрали цивільних людей. Ті ждуни, які не пішли в армію захищати свою землю, я маю на увазі Збройні Сили України, Сили оборони, це вони зараз ідуть в лавах московитів, ідуть на м'ясо. І московити прямим текстом їм кажуть, ви м'ясо, ви будете гинути. Їм не вистачає сьогодні кадрів. І вони гребуть, вибачте, за кордону беруть, з різних частин світу, ось забирають тих з окупованих територій. В них дуже складно. Нам важко, але їм також є важко. То есть, смотрите, нам тяжело, но им тоже тяжело. И вот это вот этих людей, которые сидят и попали, ну тут вопрос вообще, когда попали, ну вот так даже есть объективно, да, судя по последним годам, на территории не так много ждунов остается, потому что территория уничтожается вместе с ждунами, не ждунами. То есть Кашулинский выходит и рассказывают, как они, видимо, там встретились с этими там Кузиками, депутат Кузик там такой был, с теми свободовцами, то есть вот этими, они там воюют, и придумали, в общем, наверное, выпивали, да, встретились, выпили солдатские фронтовые 100 грамм, и придумали очень интересную историю о том, как они берут в плен сейчас жителей оккупированных, ну там, занятых Россией территорий, которых отправили на мясо. И отношение к ним, мол, вы на мясо едите. Вот это слушайте, вот это потужно. И вообще не надо смотреть, говорит, в России тоже тяжело. То есть они сели и выдумали эту историю. Почему? Потому что, давайте так, объективно, нет, ЛНР, ДНР в том виде, в котором там были волны мобилизации, там действительно людей брали, мобилизовали, когда были республиками, и всех отправляли. Сейчас тоже идет процесс этот, ну, он электронный, сейчас как вся Россия, да, там многие пишут, что получают в госуслугах вот эти повестки, резервисты и так далее. Немножко сократили выплаты добровольцам, которые пошли, и это, мол, как бы нам подтверждает, что есть у них какие-то проблемы с людьми, у россиян. Но то, что прям хватают и отправляют там... То есть сидел украинский Петро в каком-нибудь Бердянске, зашла российская армия, его схватили и отправили на мясо. И вот эту дичь людям встегивают, чтобы они рассказывали по телемарафонам, и что делали? Правильно, шли сами. Это все напоминает мне какой-то поток, чтобы сломить человеческие убеждения, волю, понимание, здравый смысл и логику, что тебя придут, тебя оккупируют,
и отправят воевать. С кем? С нами же. Поэтому какой у тебя есть выбор? Это идти и воевать. То есть у тебя не остается выбора. Ты должен идти и воевать. Правда это, неправда, это уже дело третье. Главное всем внушить, что сейчас Путин придет, будет хуже, все будет кошмарно, и тебя все равно отправят на войну. Ну, поэтому иди ты в ТЦК, в рекрутинговый центр, везде. То есть, а то, что происходит внутри, вроде как ты и не замечаешь. России же тяжело, она же скоро развалится. Как Зеленский говорит, Россия боится томагавков, у них там такие проблемы. Ну вот, пожалуйста, Кашулинский тут тебе рассказывает, с людьми проблемы, они из-за границы берут кого-то, представляете? Это говорит Кашулинский, который представляет, он сержант, по-моему, вооруженных сил Украины, в которых, наверное, ни одного нет представителя из других стран. Вообще, ни одного колумбийца, никого нет. Но это не важно. Не важно думать, не важно критически оценивать. Важно рубить пропаганду. Договорились вообще до смешного. На Армия ТВ сказали, что Путин хочет проиграть. Ну, ему же надо как-то хорошо проиграть. Не Украине, поэтому он будет проигрывать Западу. Вони головної мети ліквідації української державності не досягають. Оце дуже важливо. Путіну треба програти, це також звучить дещо дивно, але програти в такий спосіб, щоб він не програв Україні. Бо якщо він програє Україні, якщо ця дихотомія буде чітко проведена у їхньому політичному і ідеологічному полі, він однозначно втратить своє життя. Тобто він хоче програти великому гравцю, так? Абсолютно. Наприклад, НАТО чи США, так? Абсолютно. Дуже розумна і грамотна думка. І То есть, если он проиграет Украине, его недовольные снесут. А если он проиграет НАТО, его, наоборот, укрепят. Слушайте, это вот Черник, да, в запасе полковник, военный эксперт, он прям разгадал Путина. Вони зараз рахують сценарії, як це зробити. Бо тут теж є такий дуже особливий момент, як порахувати, чи вступить НАТО як блок повноцінно у війну, чи не вступить, чи тільки вдарити найслабшого, а із найслабшим може бути дуже і дуже по-різному. І оці зітхання, моднев, це коаліція, а коаліція мусить працювати, це дуже умовний спосіб. То есть Путин ударит по самому слабому. И это все надо придумать, как вот сейчас, например, раз там Прибалтику захватим на 3 месяца, а потом отползем, но проиграем как бы НАТО. Не Украине, а НАТО проиграем. И сейчас вот сидят в Кремле и голову ломают. Елки-палки. Слушай, Черник как всех разгадал. Всех вывел на чистую воду. Красавчик просто. Путин сидит и думает, как ему проиграть. Но так, чтобы не Украине, а сильному игроку. Сильному, вот этому, мощному НАТО. Страшному и ужасному. Поэтому, наверное, нападет на Прибалтику, а потом, в общем-то, НАТО его победит, и все, и можно войну заканчивать. Вот вам и война в 28 году, вот эти все нарративы, которыми кормят. Вопрос только, кто из украинцев доживет до этого? И вообще, это вообще одни и те же украинцы или нет? Ну ладно, это Черник говорит. А у нас же есть министр иностранных дел в прошлом при Порошенко, Павло Климкин. Тот говорит, вообще Путин не остановится. Так он... Подождите, он хочет проиграть или он не остановится? Ви как-то об'ясніть. Думаю, що Путін не зупиниться. Я наголошую на цьому, не зупиниться в тому, щоб або зруйнувати нас, оскільки ми суперечимо всій ідеології і міфології російського режиму, або хоча б привести нас в таку ситуацію, коли ми не зможемо чинити ефективний спротив. І він... То есть, мысль. Путин не остановится, чтобы или уничтожить Украину, или довести до такого состояния, чтобы мы не могли вообще никакого сопротивления оказывать. Ну, ради этого, в принципе, ведется и война двумя сторонами, чтобы сделать так, чтобы противник не мог оказывать сопротивление. И дальше, ну, пошел на капитуляцию, или еще, ну, или там на какие-то другие шаги, условия победившего. Прекрасно розуміє, що для цього також потрібно перезавантажити Європу. Адже за підтримки Європи нас перемогти практично неможливо. О, надо Европу в Европе подкрутить кое-что, потому что Украину с Европой победить невозможно, представляете? Тому у нього будуть серйозні задачі зруйнувати Україну і, власне, перезавантажити Європу. І він буде послідовно йти цим шляхом.
То есть все, Климкин рассказал как на духу. Значит, уничтожить Украину, переделать Европу. Потому что Европа и Украина — это же сила, это же мощь. Каждая копеечка, вот это вот в мощь в это, в единство идет. А Путин, ну если проигрывать, то НАТО, понимаете? Большому игроку. Вот так Путина у нас знают, понимаете? Вот такая аналитика у нас просто неимоверная. Также порадовал своей, ну вот условно, версией того, что происходит в плане зарабатывания денег на войне, Остап Дроздов. Есть такой журналист, он и львовский, я его периодически показываю в шуме. Вот он пишет. Значит, 597 миллиардов – это чистая прибыль 100 самых крупных производителей оружия. 302 миллиарда 42 компании из США заработали. 4 из 5 топ-компаний мира американские. Все китайские компании увеличили доходы на 4%. 21 миллиард долларов Китай заработал на самолетах, 6,5 долларов на бронетехнике и на снарядах. 121 миллиард долларов заработали 26 компаний из Европы. 27 миллиардов долларов заработали 7 компаний из Британии. Портфель заказов самой большой европейской компании вырос на 58%, 46 миллионов долларов. Польша, значит, с Южной Кореей договор заключила на лицензионное производство бронетехники, артсистем и ракет в Польше. 21 миллиард долларов заработали российские производители оружия. 3 с лишним миллиарда Япония. 2,8 Южная Корея, ну это чисто непосредственно. Резко на 22% выросли доходы турецких компаний, 5,5 миллиардов долларов. 12 с лишним миллиардов заработал Израиль. И это все на фоне войны в Украине. И задается такой немой вопрос, так а кому выгодно это все заканчивать? Им выгодно вот этим всем товарищам вот эту дурку лепить о войне мировой в 28 году, о том, что Украину будут стирать, но нас не победить вместе с Европой, чтобы бабки зарабатывать, вот и все. Они все хотят продолжать зарабатывать. Просто нужно перевести фокус с Украины, потому что тут, правда, какая-то последнее время черная дыра образовалась, на какую-то вот другую сторону, там типа вот, ну, давайте готовиться к войне с Россией, вся Европа будет воевать с Россией, поэтому выделяем деньги и не скиглимо, как говорил когда-то Азаров. Вот такая стратегия. Ну и, конечно, шатать. Но если не шатать, то пошатывать. Вот Грузия сегодня тоже шатает. Ну вот в центре 2000 человек отправились опять уже с флагами, там Европейского Союза, американский флаг, флаг Украины обязательно и флаги грузинские. Опять вот вышли шатать. То есть не получается, надо шатнуть, но главное втянуть и зарабатывать. Деньги главное. И вот вам, пожалуйста, оружейные компании. Даже Израиль умудрился заработать на войне, которая ведет войну, да, с Хамас, с хуситами, с Ливаном, с Хизбаллой, с Ираном немножко повоевал. Ну, хорошо, что там все заканчивается в Газе, хотя многие говорят, ничего не закончится, подождите. Завтра, послезавтра Трамп будет в Египте, туда уже съезжаются лидеры, приехал Алиев в Шарм-эль-Шейхе. Саммит мира. Как знакомо это выражение? Саммит мира. Кстати, ходят слухи, что Зеленский тоже просился на саммит мира, там же все будут. Мерц приедет, понимаете, Макрон, Трамп. Не будет только там, пресса западная пишет, Израиля и Хамас. Все сначала удивились, мол, а как без Хамас, без Израиля? Ну, такой формат, да, то есть Витков будет это все проводить. Витков съездил непосредственно в Газу, Витков выступил на митинге вчера, начал хвалить Нетаньяху, и люди возмутились, потому что Нетаньяху на этом митинге любили не все. Okay. To Prime Minister Benjamin Netanyahu.
В общем, даже сказать ничего там на мгновение сбился. Значит, освистывали не Уиткофа, Виткофа приветствовали. Виткоф действительно, как, не знаю, там, как звезда голливудская, приехал с Кушнером, зятем Трампа, и они, да, как бы олицетворяют вот этот мирный трек. Нетаньяху уже спрыгнет вряд ли, хотя некоторые такие очень опасные поползновения были. И столкновение одиночное Хамас из Цахал, да, то там сержанта убили, а те обстреляли, потому что представляли угрозу. В общем, было таких пару эпизодов. Даже был эпизод в самом Шарм-эль-Шейхе, тоже странная такая история произошла. В общем, в 50 километрах от места переговоров в Египте. Значит, ДТП произошло. ДТП произошло. Значит, погибли 3 члена делегации Катара и 2 ранены. Вообще Катару с этими израильтянами и хамасовцами ой как не везет. Поэтому тут такая достаточно история. Очень и очень опасная. Вот эти кадры из ДТП публикуют Аль-Джазира. И, знаете, все чувствуют, что может что-то сорваться. Но опять собирают формулу мира, как это, саммит мира, формула мира. И Уиткоф будет ее, собственно, представлять. Да? Многие говорят, что у Уиткофа уже все упало в плане силы, кармы, вот этой выносливости, да, как там в этих компьютерных играх, сила, карма, мана, да, вот это вот силы, и он ни на что не влияет. Но этот победный, если все получится, и первый этап договоренности Хамаса и Израиля пройдет, потом будет второй, заложников вернут, тела вернут. Хамас уже оставляет себе политическое влияние, хоть и соглашается на то, чтобы ее как бы разоружили, но если все пойдет по маслу, то Уиткоф как раз-таки набирает обороты. Сегодня, кстати, об этом пишет и Кирилл Дмитриев, представитель Путина, который с Уиткофом очень и очень, ну, так, на коротке, да, очень много времени провел и постоянно его встречал в Москве и встречался с ним. Значит, придумываемые и распространяемые противниками мирных процессов слухи об ослаблении влияния Уиткофа в администрации президента Трампа оказались полностью несостоятельными. Как главный архитектор и переговорщик, добившийся успеха создания реализации плана Трампа по Газе, поддержанного Россией, Уиткоф сохраняет и значительно усиливает свою ключевую роль. Его успех и прагматичный подход признают даже самые яркие критики, а диалог России с командой Трампа продолжается на базе договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Поэтому, может, и права Юлька Тимошенко, говорит, есть информация, что мир не за горами, и на это, так сказать, и расчет. Будем надеяться в любом случае, потому что до конца года активная фаза боевых действий должна закончиться. Я до сих пор вижу только этот выход, чтобы плюс-минус все сохранилось и не привело к катастрофе. Потому что вот начавшаяся эскалация по энергообъектам, когда сейчас Филатов выходит, говорит, максимально позже нужно начать отопительный сезон. Там, запасайтесь павербанками, покупайте свечки, вот эти все зарядные станции, все. Вот истерика вот эта вся, это ведь не от хорошей жизни. Мы просто можем потерять энергосистему, ее уже никогда не вернуть. А вот эти аккумуляторы большие, которые 2 часа могут питать Вашингтон, ну такой город, как Вашингтон, секретные, спрятанные где-то в бункере у Зеленского, они всю страну не вытянут и не спасут. Да и вся страна, извините, в село не переедет, как бы там ни находились люди, которые отстаивают эту историю. Поэтому может все и закончиться. Железная дорога, это же тоже катастрофа. Кроме ударов по логистике, по инфраструктуре, по подстанциям, по самой железной дороге, есть еще вот прям сегодня прям какая-то волна минирований. Звонят и говорят, такой-то поезд заминирован. Вот, пожалуйста,
поезд Будапешт-Киев заминировали, людей остановили в чистом поле, вывели на безопасное расстояние и ищут, так сказать, мину. Ровно такая же ситуация, точно такая же, как с этим поездом Будапешт-Киев, сегодня была с поездом Кривой Рог Ивано-Франковск. Точно так же. Заминировали все, поезд стал, пока там все проверили, люди, понятное дело, опоздали, это все сказывается на других поездах, на другой технике. Ну, это я просто не говорю о военном конкретном, да, это как диверсия, как просто, ну, скажем так, вот такой терроризм имеется в виду. Кто-то позвонил и сказал, какие-то там колл-центры, может, какие-то враги, может, просто кто-то решил подорвать ситуацию конкретно, да, вот на этом направлении. А если туда еще добавить дроны, ракеты, уничтоженные тепловозы, то получается вообще картина маслом. Ну и о людях, да, о людях. Вот все говорят, система у нас плохая. Это потому, что вы не общаетесь с правильными людьми. А правильный человек – это вот, например, представитель пресс-службы ТЦК. Вот он расскажет все как есть. Вот Волынская пресс-служба ТЦК. Смотрите. Первое. ВЛК формально никто не проходит. Врачи отвечают за свои диагнози, которые ставят в ВЛК. Стосовно роботи ВЛК. Сам особисто на власні вуха чув від кількох знайомих про те, що проходили ВЛК абсолютно формально. Тобто просто написали, грубо кажучи, написали здоровий, чи годін там придатний, і все. І далі, ну, тобто ВЛК, по суті, лікарі не дивилися. Наскільки це можливо, наскільки це поширено, і як в такому випадку бути? Чи захищена людина, яка от реально не пройшла ВЛК, якимись правами, що вона може робити далі? Це категорично неможливо, це не можна робити відповідно до чинного законодавства. Тобто особа зобов'язана пройти ВЛК, оскільки навіть лікарі несуть відповідальність, велику відповідальність за те, що ставлять підписи на висновках ВЛК. Підпис десь і підпис десь. Врачи отвечают за подписи на ВЛК. Нет никаких проблем. Вы что? Если здоров, так то здоров. Это те, наверное, другие врачи рисовали вам болезни. А у этих под их подписями все выздоравливают. То есть вообще она... А взятки? Ну, бывает, но вообще взятки, конечно, ТЦКшники не берут. А бувало таке, що працівник військовослужбовцям ТЦК... Видите, как он оговорился. Работник ТЦК? Нет, нельзя говорить работник ТЦК. Военнослужащий. Они же военные. Это вот прям важно. Военный ТЦК вот вообще может взять взятку? Панували хабар. Бували. На жаль, бували такі випадки, вони стаються по сьогоднішній день задля уникнення призову на військову службу, задля уникнення мобілізації. Однак, знову ж таки, пам'ятаємо, що військовослужбовці, які проводять групу оповіщення, є особами, які вже пройшли бойовий шлях, здебільшого це особи з інвалідністю внаслідок війни, тому вони абсолютно нетолерантні до таких діянь, до загалом неправомірної вигоди. Нетолерантные. Вот ты даешь взятку ему, это же как вот эти расценки, да, вот, попал ты в бус, 500 евро, да, везут тебя 1000, довезли там уже там сколько, 3, это просто отпусти. И ты вот даешь ему 500 евро, а он берет и так вот, знаете, скрипя сердцем, вот так вот, они же все, они же прошли боевой путь, они же вот на фронтах там гибли, и он так берет это, а сам кривится, но берет вот это. Ну, это такие редко случаи. Вообще, конечно, нет. Вообще, ты даешь мне свои эти бумажки. Нет, я не возьму их у тебя. Представляете, какие у нас ТЦКшники? Ну, это, может, не у нас, это на Волыни. На Волыни такие. Та хабарів. Тому такі діяння неможливі, а якщо все ж таки таке стається, знову ж таки, є запис на бодікамері. І... На бодикамеры есть запись. Чего это взятки? А какие взятки? Все записывается на бодикамеру. Надається така інформація, далі надається правоохоронним органам для вирішення подальших дій таких громадян. Да, или не надається, то есть или не передается. Или, даже вообще, в принципе, бодикамера это вообще удобная штука. Смотрите, произвола ТЦК не стало меньше. И если тебе дают взятку, всегда же записано на бодикамеру, сколько там, ну, ты же видишь конкретно. Все, начальнику четко можешь показать, смотри, он мне дал 500. Ну хорошо.
А вдруг он тебе 1000 дал? Значит, надо больше наверх заносить? Нет, только 500. Ну, нормально, можно проверить. Вот зачем нужны бодикамеры. Ну и вообще, конечно, в последнее время это конечно, поразительно. У этой же, у которой честные ТЦКшники, честные врачи ВЛК, этот ведущий, да, спрашивает, а как вообще так получается, что ТЦКшники вламываются на частную территорию, предприятие, хаты какой-нибудь, во двор туда, но они ж не имеют вроде как на это права. Оказується, імеють. Ви, наприклад, якщо там якийсь умовний ухилянт забіг за забор, то ви вже не маєте права його там Бачите, заходити. тут та ж ситуація. А чому втікати від військовослужбовців ТЦК? Тому що... А чё ты убегаешь, правда? Ну, чё ты убегаешь? Значит, нечисто что-то. Значит, можно забежать на любую территорию. Ты уже, получается, преступник, раз убегаешь. Він Чому? хоче бути мобілізований, це ж зрозуміло. А тут в першу чергу не хоче виконувати свій конституційний обов'язок. Та ні, це зрозуміло. Я про Ні. межі ваших повноважень. В межі наших повноважень так, ми не маємо права заходити на територію певного підприємства, так, без відповідних розпоряджень. Однак, якщо особа втікає від То есть, смотрите, мы не имеем права, ТЦКшники, куда-то заходить, но если человек убегает, то имеем. військовослужбовця ТЦК, то вона вже є порушником, ми вже це розуміємо. Тому що, а чому втікати? Це І те відповідно ви саме ж- можете забігти на... От як була Звичайно. ситуація на набережній. Це ж, по суті, ж було на території вже приватній. Ми не можемо зайти на приватну територію, наприклад, до будинку чи до квартири. Однак, Прибудинкова територія, це можна, так? Ну, загалом так, тому що Можна. особи втікають. Чому вони втікають? Тобто тут Ты вообще сидишь вот это ухилянт, понимаете, в возрасте, задаешь неправильные вопросы. Чё убегать? Значит, нарушитель. Значит, можно бежать и задерживать нарушителя. Ну, нормально. Вот в Харькове, смотрите, отлично же, это же не Волынь вам какая-нибудь. Смотрите, что они делают. Смотрите, как профессионально. Значит, один схватил 2 женщин, так их так приобнял, так в сторону, раз, а хлопчика запихивают. Вот вам прибудинкова территория, то есть придомовая территория. Быстрее кричат, быстрее. Крики. Вот в Харькове нормально. Все работает, все хорошо. От этих кадров в Одессе просто стынет кровь. Какие честные все ТЦКшники. Смотрите, даже никто ничего не позарился. Просто посреди дороги, возле дома, в Одессе, машина. Бог весь какая машина. Лачетти, Шевроле. Понятно, там старенькая. Никакая там не супер-пупер новая. Просто стоит посреди дороги. Ее все остальные машины объезжают. На лобовом. Коротко и ясно. Водителя забрала ТЦК. Просто какой-то зомби-апокалипсис, понимаете? Но это все можно. Это все можно. А вообще, конечно, люди там, служившие в ТЦК, работают. Вот в Одессе, они вообще их знают, как с местным населением, мирным, гражданским разговаривать. Это просто что-то с чем-то. По-настоящему по-одесски. Значит, как говорится, вой стоял на всю Одессу. Значит, домики вот эти одесские, да, там, прижали у парадного, да, хлопчика. Но тут вышла на верхнем этаже одесская женщина и укрыла матом ТЦКшников. А те ей отвечали. Говорит, алкоголичка на нее. Пустіть мужика, блядь! Пустіть, сепаратюги, ви! Пусти, блядь, на... Ах ви, блядь! Сепаратюги, говорят. Смотрите, как колоритная. Там эта дочка, наверное, у нее еще. Дури, блядь! Ідіть воювати, блядь! Щас, блядь, кирпич на голову я кину, блядь, і тобі хана буде, блядь! Пацана, відпустіть! Пацана, И там кричать, давай, давай, ты такая-сякая старая алкоголичка, кидай кирпич. Нормально пообщались там. Идите, воюйте, говорит женщина. Что это вы тут? Во-первых, сепаратистами объявляете. Что-то часто гуляет вот это слово сепаратисты в Одессе. Ой, не к добру это. И вот тут нормально пообщались. відпустіть, сказала! Ти кончений, блядь! Ти, блядь! Моржовий, блядь! Іди на! Іди ти воюй, блядь! Ах ти,
всі алкоголіки, подивіться себе, тварі, Ну, вот любят ТЦКшников. ти дивися, поставали, тащав та постів та вилізло. Я тобі зроблю, блядь. В общем, вечер перестал быть томным. Что с пацаном неизвестно, но она кричала: отпустите пацана. И на самом деле она права. Слишком многие, вот вспомните вот это выражение, кто был никем, тот станет всем. Слишком многие стали всем. То есть, они так вот борзенько, с женщиной. То есть, они же стоят, человек при форме. Понятно, что может быть всякое. Но ты не имеешь права вот это вот на всю Ивановскую, да, вот это вот кричать, материть эту женщину. Даже если она пьяная там какая-нибудь или нехорошая. Она просто вышла и говорит: отпустите пацана, а то я сейчас кину тебе кирпич. Что это, что вы делаете? То есть, это уже вызрело. Этот конфликт уже вызрел. То есть мы видим, как условно, они же все, видите, какие говорят: мы честные, мы прошли фронт, мы не берем взяток, мы такие все, мы офицеры, мы в форме, у нас шеврон, у нас флаг Украины, за нас можно гордиться, мы носим звание военнослужащего этого государства. И, в общем, трехэтажным поливаем женщину. Так она же сама женщина начала. Какая разница? Она без формы, ты в форме. Ну и, в общем, отношение мирного, обычного населения Одессы, вот, все четко, как говорится, вылилось в этом диалоге. Четко вылилось. А потом говорят: а что это все хотят убежать? А что это все хотят уехать? Тоже очень интересный момент. Все как-то так вот пропустили это, да, говорят: Житомирский отряд пограничников задержал 4 мужчин, уклонистов, которые хотели убежать через границу. Смотрите, подстерегли их, через веточку сняли, ага, лесочек. Вот они, подготовленные там с карематами, с сумками. 3 харьковчан, 1 из Николаева. Ух как, потужно. 9-й приграничный. А куда же они бежали? Беларусь они бежали. С какими государствами Житомирская область граничит? С многими, наверное, да? Житомирский отряд. Куда они бежали? Куда они собрались идти? В Житомирск, чтобы их Житомирский отряд поймал. Конечно, куда-нибудь. Уже в Беларусь вот так вот бегут, понимаете? То на матрасах плывут, то бегут. А у них спросили: а чего это вы? Да, а там они каких-то годов, в общем, 80 каких-то, 90 каких-то, то есть ну, по 30-35 лет, вот так вот. Он говорит: а чего вы убегаете? То есть, он говорит: да хотели попробовать вырваться, хоть пожить нормально за границей. То есть они пожить хотят нормально, в Беларусь бегут. К кровавому диктатору Лукашенко. Понимаете? Мне так понравилось, когда вот эти сообщения, например, там это же самое патриотическое информационное агентство УНИАН, говорят: картофельный, или как, не картофельный, ну, картофельный фюрер, то понятно, а они как-то вот придумывают по-другому, типа чипс на Лукашенко, белорусский диктатор, который рассуждает, что Украина может исчезнуть. Так люди бегут из Житомирской области, бегут в Беларусь, чтобы пожить нормально. Вот это сдобулы. Вот это прям, это же показательная история. Это не в Европу бегут, в цветущий сад, а бегут туда. Кто? 3 харьковчан, 1 из Николаева. И их вот это вот задержали и приняли на границе. Вот таким вот макаром. А внутри полный атас, полный беспредел.
Пожить хотят люди нормально. Вот сегодня разошлось видео, как в Новопечерских Липках, это элитный район города Киева, в баре произошла, ну, такая шекспировская история. Значит, девушка пришла с мужчиной, а тут пришел ее парень, и, в общем, они поссорились на этой почве очень крепко, вот там растягивают всех, вот он достает травмат и делает характерные, скажем так, вот эти салюты, да, ну, пистолет-то, понятно, там, травматический, тут бросает в него табуретка, это же девушка, из-за которой, я так понимаю, весь сыр-бор, сама же больше всех и пострадала, и, в общем, вот таким вот, прям как в каких-то вестернах, да, как вот человек с бульвара Капуцинов, прям, вот это мы видим сейчас на Новопечерских Липках. Ну, хорошо, что пистолет там не боевой все-таки, но ну, тем не менее, приятного в эпизоде очень мало. Все там растягивают друг друга, она вот падает на землю, понятно, что действительно такая тяжелая история. Так это Киев. Разборки, как вроде в каком-то селе, понимаете? Так это вот Киев. И, все, и задержали же, слушайте, сразу полиция работает вообще. 30-летнему мужчине теперь грозит 7 лет тюрьмы за стрельбу из травматического пистолета в столичном баре, сообщает прокуратура. Пока суд отпустил его, конечно, под домашний арест, ну а ясное дело, как что его держать, он же в Новопечерских Липках где-то там обитает, конечно, надо отпускать. Но прокуроры уже обжалуют это решение. И посмотрите, как прокуратура публикует кадры задержания. Обязательно должен быть человек на инопланетянина похожий, во всех шлемах, амунициях, весь в черном, чтобы ужас наводил. И при задержании обязательно его лицом в пол, об плитку. Ну, чтобы так вот, для верности, чтобы показать, какое мощное и сильное государство. Правда, смотрится этот человек, облеченный в форму, с закрытым лицом, с автоматами, как-то дико на фоне вот этих простых людей, которые попадают в ТЦК, в учебках, что даже вот эти именитые военные, типа командиры очень популярных и потужных до выступления против Зеленского взводов дронов, говорят, что мы с ним вообще, меня держат с обычными мобилизованными. Государство как-то выглядит очень и очень плохо. А то, что украинцы внутри сходят с ума, это да. Каменское, ВТБ, значит, заходит военный, говорят под датой или под чем-то, и начинают угрожать женщине с ребенком. А потом приходит ее муж, а тут говорит, сейчас ты выйдешь, я тебя там, в общем, буду тебя бить. Срывает башню у людей на фоне ПТСР, вседозволенности и задницы, которая нависла над моральным состоянием в стране. Ну, в общем, крики жуткие, вот это все, вот там идет стычка, ты там его знаешь, а ты его не знаешь, это вот все прямо вот на кассах, вечернее время. Ну, это кто-то, видимо, кто-то снимает, да, потому что там дальше в этом Каменском, да, вот это вот, потом дальше человек выходит, видите, из магазина АТБ и, в общем, сняв вот это все, вот эти все ужасные, скажем так, разборки с военным, который, видимо, ну, доказывал, что он настоящий военный и, ну, служил, да, человек воевал, имеет право, ну, в общем, производили вот эти разборки. И такое будет повсеместно. По всем городам, во всех АТБ выйдут и скажут, что вот мы воевали. А будут еще такие, которые выйдут, скажут, мы воевали, а на самом деле вообще к войне не принимали участия, не имели никакого отношения. В этом случае, там, который разошелся вчера, сошлось все, понимаете? Вот все от слова совсем. Значит, музыкант включил стрим в ТикТоке, начал играть, петь, а его встретил пьяный гражданин, житель, ну, уроженец Луганской области, и что-то вот не заладилось у них по творческим вкусам. Значит, это он рассказывает ему, какой он нехороший человек, вот это, а музыкант на инвалидном кресле, да?
лицо достаточно знакомое, таких очень часто использовали в разных талант-шоу, люди поют, но он на инвалидном кресле, это очень популярно, да, и вполне вероятно, что в каких-то кастингах или в каких-то, скажем так, проектах и можно было увидеть и этого человека. Будешь ты стоять всю жизнь, потому что, блядь, ты понял, молодых. Це ж російською мовою. Да по... Мені ні. Значит, говорит, сыграй казачен, ну, условно, там, он там другую песню просил, но это как вот эта классика, когда вот это идет пьяный базар, вот это, казаченко давай. А он говорит, так это же по-русски. Говорит, да все равно. Говорит, а мне, говорит, не все равно. Это моя позиция, я или на английском пою, или на украинском. Поэтому нет. Ну и, понятное дело, там, это быдло напало на моего друга в инвалидном коляске и за то, что он отказался сыграть русскую песню. Я співаю тільки українською і англійською. Это для пацанов будет. Для пацанов я можу зіграти українською. Нет, для пацанов. Ні, я російською. Не, брат, Російськомовну музику я не брат, вивчаю. российскомовно ты западаешь вниз. Навіть за мільйон баксів я все одно зроблю. Тебе, в принципе, Це моя позиція. потому что он халимая шляпа. Не понимаю так. В общем, тот начинает играть свои песни, там подходит какая-то женщина, говорит там, а ты где? Ты, говорит, я воевал, кричит, я с Донбасса, ты был на Донбассе. Этому говорит, ты был на Донбассе? Был, я там лечился. Короче, это такая очень интересная история на улице. Встретились, в общем, два одиночества. Один с позиции, другой датой, и еще и прикрывается, что он якобы где-то воевал, а потом выяснилось, что нет. Нет, пожалуйста, я сейчас знал, поеб... Я сейчас знал, поеб... Просто так себе. Украинский Друже, петлю. я розумію, що в тебе травмоване серце. У меня травмованное сердце, потому что я воевал. Дай Боже тобі здоров'я за це. Мне здоровье, сука. Ты петух, голимый. Где ты, сука? Что ты тут стоишь там? Какого хуя ты стоишь там? Ты на Донбассе был. Я був на Донбасі. И что ты там видел? Мене там лікували. Ликовало тебе? Кто вообще? Я Ты кто? на Донбассе был, да? Я, да, я с А ты Донбасса. воевал, да? Я воевал, да. Ну, там путаница в показаниях. Я на Донбассе был или я с Донбасса? Он с Донбасса. Уроженец населенного пункта Золотое. Уехал в 22 году из Луганской области. Переехал в Киев, и его кто-то устроил в охранную фирму. Короче, он охраняет какой-то админ здания, поэтому у него есть бронь. На войне человек не был. Давай, я жена военного, и сын делает. Иди на... Я Не воюешь, чувак. Потому что, блядь, я оттуда. Что ты оттуда? А Да. ты не должен воевать, а мой сын и их муж должен воевать. Иди. Мы вас слухаем. Дякую, що заступаєтесь за мене. Я вас люблю. Пацаны, вы знаете меня? Ну, теперь тебя точно уже все знают. Все пацаны тебя теперь знают. Ты теперь известен на весь мир. Луганчане. И луганчане тоже тебя знают. Ну, в общем, взяла его полиция, его приняли, национальная полиция, полицейские, в общем, к ответственности его 29 лет, в общем, мужчине. Он не смог объяснить свои действия, говоря, что, ну, короче, был пьяный. Ничего, он не вспомнил этого разговора. Он там угрожал применить физическую силу. Короче, это мелкое хулиганство, там штраф или 60 часов исправительных работ за вот то, что мы, ну, вот это вот все там частично, да, увидели, насколько это можно показывать. Но зачем я предлагаю об этом шуметь? Ну, понятно, какой-то там, да, и много таких будет, которые там или с Донбасса, или не с Донбасса, или которые там по-русски. Тут сошлось все. Тут сошлось вот это русский язык, не русский язык, да? Тут сошлось, там, я жена военного, почему там ты оттуда, ты здесь, получается, а наши сыновья едут туда и там умирают. Тут сошлось, понятно, инвалид, музыкант и какой-то пьяный. Тут очень много этих факторов вот так вот наслоилось на этом конфликте, который, в принципе, возник на ровном месте, потому что и это абсолютно бытовая история, но вы заметили, как много вшили в нас вот эти политики, как много вшили вот этого, как вот засунули вот эту почву, да, вот эти зерна раскола и раздора. Донбасс не Донбасс, воевал не воевал. Он врет, что он воевал. Но он врет почему? Потому что, ну, так модно сейчас. Да? Я воевал. Кто воевал, тут имеет право.
Тот имеет право там подраться, поматюкаться в АТБ, выйти там пьяный, покричать на женщину, находясь в военном форе. Я же воевал. Тут музыкант, который у меня позиция, я не говорю, я не пою на русском, я на украинском пою. А этот дата ему все равно, он говорит, заграй-то заграй. Когда радио пристал к этому инвалиду, который ведет стрим, и он попадает на стрим, и все это видят. То есть тут накладывается огромный ворох, который надо распутывать грамотными управленческими решениями и нормальной работой с украинским обществом, посттравматическим, переживающим сейчас травму этой войны, которая не заканчивается, а только усугубляется. Этот случай нам показывает, что надо не просто заканчивать войну, а ее надо заканчивать вчера. И вот этих всех разводить по разным углам и работать отдельно с каждой группой, чтобы вот люди из Донбасса не чувствовали себя плохо, чтобы люди там, жены военных, чтобы как бы чувствовали поддержку, если они потеряли своих мужей, или, ну, например, да, если вернуть этих военных домой, назад к женам. Вот эти инвалиды, которые там поют, да, чтобы стрим записать и какую-то копейку в шапку получить, да, чтобы как-то они тоже, да, чувствовали какую-то поддержку. То есть здесь сошлось все на этом случае. Но вместо этого у нас как бы толерируется и культивируется другое продолжение раскола. Продолжение. В киевских, ну это же в Киеве произошло, вот, пожалуйста, тоже, вот уже там сегодня в киевских торговых центрах рейд опять провели. Только пенсионерам на Петровке в книжном рынке приставали. Сейчас вот ходят, гуляют по торговым центрам и скандируют, что язык – это капитуляция, а типа мова – это победа. Язик капітуляція, мова зброя нації. Язик капітуляція, мова зброя. Мова – зброя нации, а язык – это капитуляция. И вот они вот прошлись по этим, скажем так, торговым центрам, опять вот это нарядились, и, так сказать, все люди. Ну, вот мне интересно, а чего вот они ждали? Они, наверное, ждали, что, о, молодцы, какие вы молодцы, продолжайте, делайте так и дальше. Наверное, этого они ждали. Но в сетях как-то говорят, девчонки, ну вы как-то, ну, найдите мальчиков себе. А с другой-то стороны, каких нахрен мальчиков они могут себе найти, если мальчики или убегают, или в армии, или забирают, или прячутся. Вот и бегают от недостатка мужского внимания, делом занимаются, нацией, мовой. Вот и все. Вот и весь вопрос. Перекос капитальный в обществе. Согнали мозги, набекрень просто все. Дошло до... Вот все же видят, например, да, ну вот в случае с этим музыкантом на коляске, да, вот, там, да, там явно агрессирует вот этот вот из Донбасса. И говорит, ах, вы такие донбассяне, вот это вот из-за вас все. Вот это быдло ваше, вот это пьяное, полезло там вот это к человеку. Так есть точно такой же случай, только наоборот. Поезд Львов-Днепр рассказывает свою историю жительница Никополя. Никополя, которые под FPV-дронами, которые вот это вот все, которые там, ну это линия фронта. Знаете, вот рассказать, чему я размовляю русскую мову. Я еду в поезде, подозревали алкогольные напитки, разлили на меня и сидят меня спрашивают, почему я разговариваю на русском. Вы в своем уме? Не, ну это просто пи***. Я, конечно, была наслышана на мовное питание в Украине, это пи***, но никогда бы не могла подумать, что буду участником этого всего. Будешь. То есть она ехала, тут компания, ну, понятно, там алкоголь, ноутбук свой поставила, и завязалась вот эта вот мовная дискуссия у них завязалась. Человек начал мне за язык доказывать, почему я в Украине разговариваю. Я живу в Никополе, вы знаете, где Никополь? Ну, а я в Никополе живу. И вы мне будете спрашивать, почему я говорю на русском? Не надо мне рассказывать, на каком языке мне разговаривать. Вы уже просто с этим языком все. Да, уже просто вот здесь уже с этим языком, уже вот просто вот здесь. Так самое интересное, что потом выяснилось, это Львов-Днепр рассказывала вот эта вот же девушка в беленьком, беленькая эта девушка, она с Харькова вообще.
Якщо ви вирішили вийти на українську мову, це сугубо ваше, блядь, ну, это не моє, понимаете? У меня нет такого, я не хочу. Так потому что все вокруг за этот язык. Да? Дроны меньше в Никополе или в Харькове летают от того, что мы разговариваем на украинском? Нет, пока я камеру не включила. Обратите внимание, как они меня доконали, какой у меня взгляд уже дикий. Просто толпа пьяных взрослых людей. Я захожу в купе, которое я оплатила, 650 гривен. Я заплатила за это место. На моем месте сидят пьяные люди. В купе просто вот так вот все перевернуто. Стоят спиртные напитки, перегарище, воняет, мат-перемат. Не, ну подождите. Вообще это как бы, ну, это нетипично. Должно быть чистенько, пахнуть розами и звучать украинский язык. И в конце концов, о каком мате ты рассказываешь? Мат? Это же русский язик. Українською має бути якась лайка. Ну, там вот это, как нас, там, гадюка, вот это все. Ну, то есть, да, собака, гадюка, там, без матюко. Это же русские матюки же. Это какие матюки? О чем ты? Ну и вообще, знаете, я как дух святой, блядь, какой-то. Хотя я не как ребенок, блядь, у меня мама их возраст. Я захожу, кидаю вещи свои, расстеляю свое место там, вот эти простынки, туда-сюда сажусь, смотреть фильм у меня скачанный на ноутбуке. То я смотрю фильм, ну, видно же, что я в наушнике, блин. Я надела второй наушник, хорошо. Тут, блядь, проливается мне вискарь. Все мои тапки залиты вискарем, слава богу. Тапки в вискаре. Ну так ничего, это же щедрая украинскоязычная душа. Они же по-украински говорят, ну залили, это они тебя обмыли тебя, инициировали, окропили, так сказать, вискарем. Что на кроссовки не попало. Я такая наклоняюсь, ну, эти бабы, блядь, как напали на меня. А чему вы размовляете российской мовою? Даже когда выключила камеру, мужчина, который в синей футболке, начал трогать мой макбук, закрывать его, пытаться взять мой телефон, хотя уже камеры были все выключены. Ну, там уже, блядь, ты, сука, сидишь на чмо, блядь, ты мне, блядь, в папы годишься, и ты на меня кидаешься. Ну, просто, блядь, лайк. Короче, я еще оказалась агрессивная, потом эта женщина, они уже все ушли, женщина эта сидела дальше, блондинка, она с Харькова, 5 лет живет во Львове. Я говорю, это вам там так мозги притрусили, блядь. Если вы заставляете себя говорить на украинской мове, это ваше бажання, это ваши проблемы, понимаете? И говорит, я не хочу с вами спорить. Я говорю, не надо со мной спорить, потому что вы не правы. Вы сидите, распиваете, блядь, спиртные напитки, и потом мне еще рассказываете, разливаете на мою одежду виски, блядь, и рассказываете, на какой мове мне размовляют. Вы ебаные вообще, нахуй, головой об стенку побейтесь пару раз, блядь. Ну вот как-то так. Вот такая, это вот случай в поезде, понимаете? Причем 5 лет живет во Львове из Харькова и начинает рассказывать, то есть как меняется точка сидения. Хотя она вот, это вот тоже, да, вот такая, как есть. Уже вся в татуировках, включила себе фильмец, слушает наушники, те решили хряпнуть. То есть, понимаете, в чем дело? По пьяни лезет вот это вот нутро все. Разные есть люди. Есть люди по пьяни дурные, есть люди, те, которые там, как в поговорке, да, там, что у там, трезвого на уме, то у пьяного на языке. То есть вот такие есть тоже люди. Но вы же видите, как это все вбили на подкорку просто. Просто вбили, что уже просто там выпить нельзя, ну, скажем так, по-нормальному. И никто не задумывается о чем-то таком насущном, о чем-то вот таком, что важно. Вот, например, были же вот эти обстрелы по Киевской области. Сегодня попали в Борисполе в подстанцию. То есть это же реальный ущерб, это реальные проблемы с логистикой, со всем на свете. Это реально, это вот проблема. Это тут не язык, тут не поможет. Тут матерный язык, русский, украинский, любой язык – это беда. Почему? Потому что вот на фоне вот этих обстрелов энергетического сектора вот такая картина была в одном из супермаркетов. Не привезли хлеб. Ну понятно, света нет, да, целый день условно. Там чего смогли напечь, не смогли, то есть свет. Света нет, нет хлеба. Ну вот пустые поймали этот период хлебные полки, потому что, чтобы напечь хлеб и положить в супермаркете, ну не было света, нужно все замесить, нужно там все приготовить или привезти из хлебзавода, чтобы, собственно, положить на эту полку, а там проблемы. То есть нужно решать вот эти проблемы. А никто на каком языке и по пьяни еще вот это вот друг с другом ссорится. Ну, пока вот в супермаркетах нет хлеба, но тут тоже очень такая вот черта украинская. Но от людей, смотрите, какие мы єдині, потужні, незламні, мы все как один. Ну, тут со стороны, когда смотрит там какой-то европеец, украинцы, смотрите, какие они сплоченные.
Ну, вот приехал в Киев победитель конкурса Евровидения. Ну, такой специфический парниша, певец Немо. И его там встречают. Куда повезти этого победителя Евровидения? Конечно, к Клопотенко покушать пчел. Я їв борщ. Я їв якихось бджіл. Знаєш, ми були в цьому... Як той ресторан Можеш нагадати мені? Шеф-кухар. А, Клопотенко. Мы были, короче, у Клопотенко и ели борщ, ели пчел. Був Клопотенко. Точно. Ми зустріли Клопотенка і їли його бджіл. Він зробив бджіл, це був божевільний досвід. Він дуже крутий. І ще борщ та інші страви. Багато української їжі, мені все сподобалось. Сьогодні з'їмо більше української їжі. Хочу скуштувати все можливе, поки я тут. Вот, понимаете? То есть европейчик приехал. Давайте его Клопотенко борщом накормим. Смотрите, какие мы все. А между собой ругаемся. А хлеба нет в супермаркете. Ну вот между собой. Это вот черта наша. Чтоб вот от людей вот это вот показаться. Показаться вот им. Вот там. Да? Вот такими. Сплоченными и едиными. И это касается всех. И это вот особенно больно и горько осознавать на фоне войны, что мы там и по трезвому, и по пьяни вот это вот собачимся. Но, а с другой стороны, чего мы хотим, если условно президент страны, которая сейчас в войне, которую Зеленский привел к войну, да, войну, к большой войне с Российской Федерацией, не смог ничего сделать с Минском Порошенко, не смог, не захотел, дали задание, Джонсон получил миллиард, Зеленский тоже что-то, наверное, получил. Это же все началось, его путь начался тоже с собачьих боев, с дрязг, с иронии, заказных пародий, заказных сценок с политиками. К этому относились как просто, ну вот, ну там, да, ну это понятно, что нужно народу куда-то выплескивать свой негатив. Поэтому лучше поржать с Юльки, которую там Пикалов играет, или кто-то еще, с Януковича, или Кравец, да, вот это Юльку играла, Тимошенко имеется в виду, которая знает, что все закончится. И вроде к этому все как-то относились как к какому-то баловству, а это прям легло на ментальные черты украинцев, что сейчас вот... На этой неделе все же обсуждали интервью Арестовича и Собчак. И мы обсуждали во вторник с Арестовичем в прямом эфире. И вот вчера появляется пародия от «Квартал 95» и вот этого их штатного пародиста там, Юрий Великий. Ну, типа Юрий Великий, большой, да, то есть пародист. И в этой же пародии собрано, вот сжато, все прекрасно понимают, да, о чем было интервью, какие были там моменты, что было хорошо, что плохо, что удачно, что неудачно, зонтик, 4 области плюс Крым, буду президентом, не буду президентом, вы переобуваетесь и все остальное. Но в этой пародии мы, украинцы. Всем привет! Это моя авторская программа «Острожопно Собчак». И сегодня я нахожусь в Лондоне в русском ресторане с человеком, который за последние 1,5 года тоже вдруг резко стал русским. Это летчик, разведчик, психолог, военный эксперт, тренер личностного роста. Другими словами, обычный словоблуд и шаромыга Алексей Высерович. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Ксения. Алексей. Ну, то есть, смотрите, понятно, что мы тут ржем над Собчак. Да? Вот смотрите, у него там какие-то какаха на голове. То есть, Арестович, он там шаромыга, да, вот это Арестович. Это смешно. То есть, Высерович, это должно быть смешно. Это юмор.
Это 95-й квартал в его, ну, вот этом эволюции и в каком-то развитии. Во-первых, хочу сказать большое спасибо за то, что угостили меня своим зонтиком. Отдаю вам его обратно. Единственная просьба... Зонт. Из фольги слепили, из вот это, типа ручка, да? То есть это же как... Он же рассказывал, что зонт подарили, и то это все чистое серебро, и вот эта вот ручка, это же специально же, это же прикол. Если мы с вами еще когда-нибудь вместе будем гулять, не дай бог, и в этот момент вдруг снова пойдет дождь, то, пожалуйста, держите свой зонтик и надо мной тоже. А то я с вами промокла, как бездомная Собчака. Прическа, как пластилин какой-то. Ксения, это нормальное явление. Дело в том, что когда я что-то говорю, а я постоянно что-то говорю, даже если дождь не идет, женщины, как правило, все равно всегда мокрые от моего обворожительного голоса и так далее, и так далее. Это во-первых. А во-вторых, хочу заметить, что этот зонтик совершенно не для дождя. А для чего, интересно? Для понтов. Вы на его рукоятку гляньте, это же чистое серебро, чистое. Чище этого серебра только моя совесть, которую я во время бегства из Украины где-то потерял. А откуда он у вас? Кто, совесть? Нет, зонтик. Какой? Вот это, серебряный, да? Да. Друзья подарили. Еле выпросил, жлобы, блин. А чьи друзья? Ну, откуда я знаю, чьи-то в магазине были друзья? Там возле прилавка стояли какие-то мужики. Ну, то есть вот это вот юмор, то есть, да, понимаете, там выпросил, чьи в магазине друзья, вот эти все моменты. То есть там на протяжении всей пародии там вы часто переобуваетесь. Эксперты и так далее, и так далее. Блогер, опять же. Да у меня 33 боевых высера за линию Фейсбука, понимаете, да? Понимаю. И давно вы стали имперцем? Я всегда был имперцем. Я бы даже сказал имперастом. Просто у меня были заблуждения, что, возможно, я не импераст. Но в очередной раз, прочитав многочисленные комментарии под своими постами, я убедился, что я тот еще импераст. То есть имперец, емперец, кто вы, импера. То есть понимаете, в чем дело? То есть вот это же, это четкий политический заказ. Это же насколько их там бомбануло в этих кругах около юмористических, продюсерских, вот этих всех на шарнирах, вот этих всех товарищей, насколько их бомбануло, что это вот так проигралось. Это же они все, вот эти кварталом 95, с этим Юрой Великим, это же они все обсудили, это же они все выписали, написали, и вот это вот все сняли. Вот этого имперца, этот зонт. Латентный? Латынентный. Сейчас, секунду, извините, мне нужно снова переобуться. Латыненный империалист, да. О, да, так о чем мы с вами говорили? Мы говорили о ваших президентских амбициях, Алексей. Да, так вот, если я стану президентом Украины, точнее, не если, а когда, а если еще точнее, то никогда, и так далее, то я первым делом... То есть никогда. Это идет жесточайшая минусовка. Жесточайшая. А Медведчук? Да что Медведчук? Ну, он же кум Путина. Ну, а я буду кумой Путина, и что? А как известно, что-то за кума, что под кумом не была, и так далее, и так далее. Ну, то есть вообще унижение какое-то. То есть они вот так всегда боролись с любыми политическими оппонентами. Они включили на полную катушку конкретно отработку по... Ну, смотрите, это же квартал тот, которым он был. Там глумились над Ляшко таким образом, над всеми, то есть над Кличко, и продолжают глумиться. То есть они врубили это прям моща, это со всех орудий залп этого низкопробного юмора. Это насколько им получается страшно, что выйдут люди и скажут: да мать их с вашими областями, отдавайте эти области, выводите войска, забирайте, хватит уже, хватит гибнуть, толку не будет никакого, но сделайте что-то, чтобы это никогда не повторилось, и идите с Богом, ну, или в тюрьму, или, ну, в общем, так сказать, на эшафот за то, что вы натворили. Что люди выйдут, они настолько боятся людей и их мнения, что кто-то, например, послушает и там, идею, да, не Арестовича, а идею услышит, запомнит и будет ее придерживаться. Ведь это вместе с жестким там, унижением и отработкой самого Арестовича, это же удар по идеям о том, что давайте наоборот, широкий проект, антироссия, чтобы не была Украиной. Давайте, чтобы не было антироссии, давайте вот все будут и русскоязычные, и украинскоязычные, будем
воспримем эту войну как жесточайшую трагедию, помолимся об усопших, закончим все миром и все. Эту идею нельзя транслировать. Это губительная идея. Получается, судя по вот этой пародии, по крайней мере для вот этого вот пронюханного бомонда, из которого там выходит Зеленский, Зеленская, как тоже автор «Квартала 95», это опасная идея, они этого боятся. Именно этого. Вообще, конечно, не только украинцы, не только с украинцами все как бы катится в тартарары. Буквально еще, собственно, два момента, что это не только наша проблема, и некоторые говорят, что все буде Украина, это вот в прямом смысле все буде Украина. У себя в телеграм-канале я писал о том, что англиканская церковь впервые главой церкви избрала женщину. Это прям вот, ну то есть у нас дурдом в головах, в душах, это все в метрополии тоже, да? В Британии, в Великой точно так же. И, значит, что сделала вот эта глава церкви? Она вот главный англиканский собор привела представителей ЛГБТК+, всяких там, ну, в общем, всех на свете, так сказать, чтобы церковь ближе сделать. Вот она привела, и такая акция, да, вот давайте, мы же открытая церковь, вот, кафедральный собор, вот, пожалуйста. И они там забабахали граффити, понимаете? Граффити, причем все в шоке, говорят, а как вы это позволили? То есть храм, ну, а вы вот это вот все. А поняв, что попали в просак, жесткий причем просак, с этой идеей и с этой акцией, ну, сказали, что так и должно было быть. Это, мол, такое соединение современности, древности, современности с древностью, все так хорошо. Ну, в общем, испоганили храм и сказали, что так и надо было. Понятно, что ничего не получается с разными там цветами кожи, с разными верованиями, с разными там течениями. У даже англиканской церкви, какой бы она ни была, она там своеобразная и специфическая. Ну и, простите, в базилике Папы сегодня на Святой Мессе в честь Воскресения тоже, собственно, вот эту вот главную базилику, главный алтарь, вот это выскочил товарищ, и, так сказать, это уже повторяется раз третий за всю историю. Ну, просто чувак как бы справил, ну что, ну, проморгали охранники, ну, так бывает. Прям вот при всех вот таким вот, все как бы катится тар-в-тарары с этой всей либеральной идеей и со всеми флагами. И сумасшедших, конечно, становится все больше. Но даже в этих сумасшествиях я вот долго думал, в чем же причина, почему вот так? Почему мы, получается, там православную церковь свою, да, которую мы там гоним, этих там, батюшек, храмы бомбим или их захватываем, что в принципе одно и то же, потому что при захвате храма ПЦУ там не будет службы, что когда туда прилетит снаряд и все разобьет, там тоже не будет службы. Этих священников мобилизуем, этих владык сажаем, они там чалятся, то есть смысл, да, то есть закрываем. В Европе такое тоже происходит. А все для чего? Для того, чтобы мы, ну, познавали что-то вот другое. Да? И вот так интересно выглядит. Сейчас же очень много разных прогнозов. И, понятно, есть там тарологи, астрологи. К ним все привыкли. Но в завершении там основной части шума я хотел бы с вами поделиться. Прям находка для меня. Оказывается, предсказывают об окончании войны еще не только там по звездам, картам Таро, а еще и по фэн-шую и, внимание, ландшафту. Это прям откровение. Финал военных действий в Украине по
ландшафту. Да, есть такой интересный анализ по ландшафту. Это относится к фэншуй, к императорскому фэншуй и к фэншуй территорий. Эту информацию я получила совершенно недавно, проходя обучение у своего мастера Ян Ким Вона. Так вот, по течению Днепра. Смотрите. Не, я просто предлагаю об этом пошуметь. Смотрите, все же уже привыкли, что там на картах Таро, вот эти чуваки и женщины с вот этими, как они называются, рамки вот эти, да, воду еще по ним ищут, вот эти все, магнитное поле изучают, да, вот эти там маятники всякие, там куклы Вуду, вот эта вся вот эта история. А это вот что-то новенькое, ну там такое, ну как китайское, да, вот фэншуй. Значит, есть течение Днепра, и прям вот по положению там, реки можно, в общем-то, предсказать, да, чего будет и как дальше в войне. Военные действия в Украине должны закончиться в следующем году. Эту же возможность дает и карта Бадзи Карта Бадзи. Украины. Сразу я вам могу сказать, если вам не нравится китайская метафизика, перейдите на другой канал, пожалуйста. Сейчас, подождите, мы хотим просто послушать и понять, что, хорошо, есть китайская метафизика, там есть карта Бадзи, и что там в Украине, что с Днепром? Я скажу относительно фэншуй и относительно Бадзи. По ходу Днепра, течение Днепра проходит с севера на юг. И Не может быть. С севера на юг? Ну, Днепр уникальная река, конечно. Никакая река не течет с севера на юг. завершается оно, все прекрасно знают, впадением возле Херсона в Черное море. С одной стороны, я сейчас скажу ужасно крамольную вещь. Весьма неплохо, что теперь нет Каховского водохранилища. Это Здрасте, приехали. То есть это типа первозданное, сейчас ландшафт стал первозданным. И по картам Бадзи, и по фэншую теперь можно предсказать, когда война закончится. Потому что, в общем, не стало Каховской ГЭС, и стало хорошо. Природа как бы расправила плечи. Так а война когда закончится? звучит страшно, я согласна, это все ужасно. Но на сегодняшний момент, если рассматривать вот эту вот историю, то на данный момент это даже вполне и приемлемо, несмотря ни на что. И я, опять же, я хочу сказать, что мне это не нравится, но такова жизнь. И вот впадая на севере, начиная проток реки Днепр по... Ты, главное, не говори, что Днепр начинается на территории Российской Федерации, а то все, взра даже будет. А так интересно. Днепр течет, хорошо. территории Украины, он начинается с севера и заканчивается на юге, то есть он начинается в Крысе и заканчивается в Лошади. Поняли? Значит, Днепр в Крысе начинается, а заканчивается в Лошади. А следующий год по китайскому год лошади. Очень большой крюк идет по юго-востоку. И вот это вот сейчас мы наблюдаем достаточно активные военные действия, которые уже не подлежат никаким объяснениям, и это все идет. И в карте Бадзи Украины в следующем году, к октябрю месяцу, выстраивается ситуация, которая способствует усилению Украины и весь год будет давать усиление Украины, весь год лошади, несмотря на то, что это год лошади, это огонь в небе, там взрывы там, и все такое, как напишут мои коллеги там, или скажут. Я вижу это как усиление позиций Украины и завершение военных действий. Об этом говорит и ландшафт, то есть фэншуй, и об этом говорит Бадзи. Я надеюсь, мы сможем этим всем воспользоваться. О, вот это главный, это самый крутой финал. Это вот какая-то вот Инесса, Бадзи. Смотрите, я надеюсь, что мы сможем этим воспользоваться. Я вот всегда всем желаю этого же, чтобы можно было воспользоваться этим. Воспользуйтесь этим, выживите. Просто в живых останьтесь. Кукухой не поедьте. Если поедьте тут чуть-чуть, чтобы можно было вправить, пускай это будет ландшафт, фэншуй и Бадзи. Пускай все что угодно, но чтобы нормальное, там, здоровое иметь руки, ноги, все целое и плюс-минус держать себя в нормальной ментальной, как бы в ментальном состоянии. Но главное, чтобы мы могли воспользоваться этим. То есть это самое главное.
чтобы было кому, чтобы все были живы. Очень на это надеюсь. И давайте помолимся и не будем хейтить никого, а просто коллективным эгрегором попросим, чтобы так это было. Просто пусть будет так. Да. Значит, напишите, готовы ли вы коллективным эгрегором просить, чтобы именно так было, чтобы в октябре следующего года Украина усилилась и война закончилась, потому что от крысы к лошади, а год лошади, и все вот в этом духе. Прям очень интересно мне. Но насчет коллективного эгрегора и насчет, скажем так, года лошади, я просто помню год лошади, это был 14-й год. Помню, Новый год, его все встречали, надеялись на... Ну, там, я был в Луганске в тот момент. Все тогда праздновали, все надеялись на самое хорошее, на светлое, на каких-то... Желали друг другу все, а пришла война. И вот эти события как раз в 2014 году, в году лошади, вот это все и изменили, и закрутилось. Может, она и права, что это 12-летний цикл этот пройдет, да, то есть, может, что-то лошадь принесла, и лошадь и унесет, но мысли все равно очень тяжелые. Это надо, чтобы закончилось не через год, а вчера. Этого не должно быть, того, что происходит сейчас. Вот такого разброда и шатания в головах, таких расколов быть не должно. Между людьми, между народами, между гражданами, между одними и теми же, собственно, людьми. Ну, вот такое. Такой у нас сегодня шум. Да, спасибо большое за супер-чат и супер-поддержку. Спасибо Серафима Вальштейн за то, что поддержали. Давайте добра и скорейшего мира всем нам. Спасибо, Сандра Ян. Спасибо, война удобна для списывания денег, или докажи, сколько патронов и снарядов произвели, поставили. Да, Артем, вы правы. Сандра, спасибо за супер стикер, спасибо за ваши реакции и вашу, скажем так, поддержку, и за то, что лайк ставите. Ставьте, пожалуйста, лайки. Почему Трамп каждый день звонит Зеленскому? Вопрос сегодняшнего шума. 11% плохой английский Зеленский просто имеет, и Трампу приходится переуточнять, не все расслышал. 24% томагавки просит, ПВО будут передавать, то есть тема это оружие, разведданная помощь конкретно. 31% развязка близится, конец близится. И Трамп, видимо, дожимает, сейчас все утрясают. Ну и 35% считает, что вот этот вот зачастивший Трамп со своим телефонным звонком, со своим проводом телефонным, это потому, что скупает последние активы. Вот так вот. Спасибо, что проголосовали, друзья. Благодарен всем. Пишут, благодарим за эфир. Спасибо большое. Хороший шум. Хорошо, действительно пошумели. А я год собаки, 82-й год. Да, у меня мать была, Сандра, тоже в год собаки. Так, заканчивайте канитель, харе воевать. Да, действительно, ваши слова Богу в уши. Так... Спасибо большое за теплые и хорошие слова. Давайте по поводу Колобка буквально пару сообщений прочитаем и пишите, собственно, ваши сообщения. Давайте сначала начнем с клуба зрителей, закрытого клуба зрителей. Тут пишут вот такое. Кинг, добрый вечер. Добрый вечер. Вы как считаете, после мирного соглашения в Газе Трамп всеми силами возьмется за Украину? И какими могут быть его реальные шаги, кроме обещаний томагавков ПВО, чтобы заставить Зеленского пойти на какие-то уступки, принять предложение России? Так как, наверное, все уже понимают, что Путин свою часть уступок давно озвучил. Так, я и как и вы надеюсь на завершение острой фазы войны в этом году. Всем мира и добра. Кинг, я тоже надеюсь на острой фазы войны в этом году. Мне так кажется. Ташкент, спасибо большое за поддержку. Так, всем большое спасибо. Как санкции, ну, в общем, да, действительно, санкции влияют на все. Значит, так вот,
как и вы, надеюсь, на завершение, Трампу надо использовать Зеленского. Мы сегодня стали свидетелями вот всего того, о чем Зеленский не говорит. Трамп его будет выжимать по максимуму, а потом, когда выжмет, выкинет. Вот сейчас они почему... мое мнение, мне так кажется, я могу ошибаться, но мне думается, что тему с украинским импичментом подкинули через лоббистов Банковой. Мол, Дональд, Зеленский тебе нужен. Дональд, смотри, мы сейчас там в Киеве, это же при нем, ты же с ним разговаривал, это же он там тебе рассказывал, как он хочет быть на тебя похож. Стенограмму опубликовали в 2019 году. Там же были проблемы с вот этой помощью военной на 400 миллионов, да, вот тогда этот вопрос. Трамп же давал эту помощь, да, и вот там тогда возмущались, мол, а как так? В общем, шантажировал якобы Трамп этой помощью. Сейчас получается ситуация, как перевернулась, колесо обернулось. И ему говорит, ну давай, Трамп. Ну вот, главное, это же легитимность, продолжение войны, поддержки, никаких вопросов ни по каким аудитам. Это главное сейчас. Понимаете? Поэтому, мне кажется, ему подбросили эту штуку, а он как бы заглотнул наживку, и дальше будут, в общем, крутить эту историю. Но для Трампа действительно это важно, чтобы ударить по демократам. И Зеленский просто вовремя может продать в ужасающей для себя ситуации там компромат на Байдена. Дедушка старый, ему все равно. Поэтому это мои такие мнения, мои такие мысли по этому поводу. Что из этого получится? Мало что, потому что воды уже очень много утекло. Срок Трампа прошел, потом Байдена, сейчас новый Трампа, и ему вот это вот продают старую какую-то историю. Дима С. Означает ли тот факт, что если Европа оплачивает зарплату украинским военным, то Европа автоматически становится участником конфликта, а украинская армия тогда наемниками? К сожалению, да. К сожалению, да. Но они формально, чисто юридически пытаются обставить эту штуку, как вроде это займ, заняли денежку. То есть, мол, не волнуйтесь, ничего страшного не произошло. Типа вот это все такое. Да, вышел Зеленский, говорит о том, что, в общем, это из свежих новостей, что Трамп пока не принял решение по томагавкам. Но Зеленский, конечно, сейчас он на волне. И я думаю, что это связано в том числе и с тем, да, что происходит, вот в его, скажем так, отношениях с Трампом. Так, что касается новостей, буквально там два слова, понятно, что там французов всех обсуждают. Нетаньяху, потому что Лекарню сказал, я уйду. Если что, опять напишу заявление об отставке. А Трамп его вернул. Макрон его вернул, да, а Лекарню говорит, я буду премьер-министром, но если что, опять уйду. Нетаньяху объявил о том, что часть врагов попытается набрать силы, чтобы снова атаковать еврейское государство, но мы победили. Самолет в Техасе взорвался, пока без подробностей. В общем, интересно, что там произошло в этом Техасе. В общем, это вот такая сводка к тому, что мы пропустили за время шума. Перейдем к Колобку, да, который «Куда ты катишься?», что тоже очень важный элемент нашего сегодняшнего разговора. Значит, Влад пишет. Добрый день, Александр. С сегодняшнего дня изменены правила пересечения границ. Ужесточение коснулось всех. Дополнительная проверка СБУ прямо на пункте пересечения с проведением допросов, обязательного доступа к мобильному телефону, касается любого человека, в том числе и женщин, на усмотрение представителя СБУ. Распространяют слухи о негласном указании не выпускать мужчин призывного возраста, несмотря ни на какие документы. К чему готовятся власти, почему именно сейчас? Значит, Влад, спасибо большое за этот вопрос. Это действительно очень важный момент. Я думаю, что это тоже
к последним конвульсиям и издыханию этой войны. Значит, Европа изначально... Это такая достаточно длинная история, как они вот это решили отпечатки пальцев брать, фотографии биометрические делать. Это их как бы тема европейская. Но почему с нашей стороны ужесточили выезд? Ровно поэтому же. Задача заканчивать войну, запирать украинцев максимально вот в этой стране, немножко впрыснуть мигрантов, кого лишнего, спихнуть из Европы, и пускай здесь вот это вот кублятся назад уже, то есть и поотменять помощь. То есть это все концептуально делается для этого. Ну и понятное дело, вот этот полужелезный занавес или полузанавес, он будет, конечно, сопровождаться такими, знаете, идеями о том, что нет, мы в Европе, мы уже почти в Европе, мы часть Европейского Союза, мы победили в войне, как Нетаньяху сейчас заявляет. Поэтому это подготовка в том числе к завершению острой фазы боевых действий. Тем более, что вполне вероятно, что эта острая фаза боевых действий, она не будет означать конца именно войны. Может, выйдут на просто какие-то ускорившиеся договоренности. И станет легче уехать. Ну, поэтому надо не давать уехать в самый последний момент. Ну и, конечно, когда все закончится, чтобы не повалил никто. Здравствуйте, Александр. Хотелось бы пошуметь на тему сайта «Миротворец». Сколько там народа, и причем разного. Не так давно пошла новость, что на него внесли 2 девочек 6-8 лет за незаконное посещение Крыма. Несмотря на абсурдность ситуации, ведь это мина замедленного действия. Допустим, лет через 15 они едут в Европу с турпоездкой, а там их берут за жабры по запросу украинского правительства. Ну, это утрировано, но в общем, данные сайта находятся так, как хочешь не получить доступа. Владелец, то понятно кто. Я вроде понимаю, что заглядываю далеко вперед, но все же, какой выход? Нет правительства, нет запроса на арест и задержание. Напишите, что вы думаете по поводу «Миротворца». Это ужасная на самом деле история. Особенно девочек 6-8 лет, если туда записать. Мы понимаем, что это уже люди, вообще рожденные в другой реальности. Я думаю, что... Ну, с другой стороны, понимаете, мне, конечно, хочется вам говорить, этот проект будет закрыт, разгромлен, все его хозяева... В общем, а он до сих пор живет и как-то функционирует, и вносит новых и новых людей. Смотрите, есть много других уже списков, ну, фактически санкций, да, которые принимает Зеленский против всех на свете. Это же тоже миротворец, только Зеленского. Они раньше смотрели в «Миротворец», сейчас «Миротворец» не смотрят, это больше так для осуждения, да, для каких-то идиотов, которые там хотят твои личные данные узнать, или там место, где ты живешь, или где зарегистрирован. Это вот именно вот такая неофициальная база. Хотя данные там абсолютно официальные, и есть реальные, и это точно дискредитация, да, человека, и это ужас, и это нельзя допускать. Однако это уже не во главе угла, хотя до сих пор живет. Хотя бы я упразднил сразу. Я думал, что Зеленский тоже это сделает. Помните, его во время выборов вносили в «Миротворец. И его, и Зеленскую жену его. Но он ничего с этим не сделал. И тогда стало, в принципе, понятно, да, что Зеленский идет по определенному плану, который ему выписали. Хотя вся риторика и все его остальные заявления, слова и действия тогда в первых месяцах президентства говорили о том, что «Миротворец» должен быть закрит. Нет, не закрыл. Олександр, у мене запитання стосовно того, на що надіятися зараз, стосовно завершення війни. Спочатку війни на 2-3 тижні була надія, потім на завершення мобілізації, далі надія на контрнаступ, настання миру, потім закінчення терміну Зеленського, вибори, потім вибори в Америці. Трамп 24 години. На що зараз надіятись? На Тимошенко давайте надеяться. Она что-то знает, что скоро закончится и завершение войны не за горами. Если серьезно, то, конечно, нужно надеяться на деньги. Деньги, траты и народ. Все-таки у нас народ, ну вот как наш, да, народ, так уж получилось, он максимально, ну вот тут уже люди оторваны, да, во власти от обычного народа. А вот другие
в европейских странах все-таки имеют какой-то вес, там, может, прислушаются. И Европа изменится изнутри однозначно. И очень быстро. И денег уже не будет, как из рога изобилия. А без денег не будет войны. Не будут миллиарды давать Джонсону на взятку, не будут, собственно, вот эти кружиться деньги, неучтенка по криптокошелькам. За Firepoint и критику Зеленского не будут унижать вот этих командиров именитых, как Юрия Касьянова. Это все перестанет иметь смысл, да, без войны и без европейской поддержки. А Европа надолго, ну, вряд ли вовлечется, только если сама не будет воевать. Смотрите, длинная война, и вот это то, что там рассказывают там Ярославский, другие рассказывают, 28-й год, будет война Европы. Нет, войны не будет вот такой, в том виде, в котором мы сейчас наблюдаем. Ну вот смотрите, Афганистан, Пакистан, вот эти все в тапочках, да, вот эти, не пойми что там такие враки рассказывают про Афганистан, как они там плохо живут. Ну, нормально, iPhone можно купить, там, нормально там все, вечер, немножко правила эти смягчаются, все как обычно, там, в разных других странах. Не так все страшно, как это малюют, но пропаганда нам же как рассказала про Афганистан, какой ужас и кошмар. Так вот, а Пакистан, Афганистан, пострелялись, все, раз, все, перемирие, да, там убили там человек 20, да, там какого-то командира Талибана вроде как попали в него пакистанцы, по базе какой-то стреляли. Но тем не менее, все, да, договариваемся, территории не признаем, не развиваем дальше эту историю. Потому что Пакистан может и ядеркой бахнуть, а Талибан тоже там такие головорезы, ну, отбитые. Никто не хочет воевать, а только в Украине хотят воевать. Так не бывает. Так не бывает. Должна все-таки эта пелена когда-то спасть. Вот эти шоры должны все-таки сорвать. Так, доброго дня. Александр решил написать вам, чтобы попробовать понять действительность украинцев. Я из России, русский, 35 лет. Никогда и подумать не мог, что со стороны Украины будет угроза. В детстве ездили в Крым через Харьков. Никакой вражды и злобы не было. Так случилось, что первой серьезной женщиной была девушка с Донбасса после 2014 года. Тогда у меня и сложилось мнение о происходящем в Украине. Если дети умирают, женщины бегут и просят помощи, мнение сложится как-то само. Не могу знать, как 14-22 годы освещались и что там говорили по украинскому телевизору. Вот честно, наши дети пойдут в школу, а их будут сидеть в подвалах. Ни один ребенок не должен сидеть в подвале. Вот точка. И опять же, наши, их. Ну хорошо, это мои дети. В контраст мобилизации у вас 2 недели назад парень с работы пошел. IT, отсрочка, зарплата 3000, 3,5 долларов. Я сам в размышлениях. Не деньги тянут, не страх. Пока считаю, что тут больше сделаю для Родины. На 3-й год войны в России штурмы. В штурмы пошли еще далеко не все, кто хотел. Когда будет понятно, что труба зажали, вы же как минимум жили с нами, должны же понимать нас. И, собственно, вопрос. Неужели мне, русскому, нужно сначала убить тебя, украинец, чтобы убить твоего пана, который детей в подвалы загоняет? Предугадывая ваш ответ, что умирать никто не должен, жизнь отдам, но загоняющий детей в подвал будет под землей. Точка. И Порошенко, и исполнители. Значит, спасибо большое. Это Дмитрий. Мне пишет такое послание. В этом и логика, понимаете, войны. И вы в конце вот это выписали очень правильно, ну, как бы логику, как видят там элиты, да, вот, все происходящее. То есть сначала, значит, простые люди, мы их убьем, да, а потом там доберемся до кого-то из элит. Ну, то есть вот таким накатом. И в этом суть войны. То есть за элиты умирают простые люди. Вопрос только, что элиты дерьмо. Но эти элиты, многие считают, что этот народ заслужил. Я не берусь давать оценку там, ни русскому, ни украинскому народу. Кто какие элиты заслужил, кто кого обдирает, кто кого грабит, кто у кого больше отнял. Важно, чтобы народы
не воевали. Война закончится. И закончится быстрее, чем вот эта специалистка по фэншую говорит. Я, по крайней мере, уверен в этом, что это не будет там октябрь следующего года. Эти все россказни про мировые войны, это все как бы это в пользу бедных. Да? Рынки пошатают, как Трамп. Да? Рынок пошатает, сливки снимет, и все будет нормально. А вражда останется. Вот вы, русские, мне пишете вот это, там, я там убить тебя, украинец. Так точно так же украинцы, я там должен тебя убить, русский. Этого быть не должно. Элиты в Украине чужие. В России элиты получужие, но тоже чужеродные. С капиталом. Это же все, понимаете, мы друг друга знаем как облупленных. Все знают в Украине о россиянах и о России, в России в Украине. Последние только несколько лет, да, вот с моментом, условно, в прошлый год лошади, да, вот это все началось, и мы тут начали как бы сбиваться с курса. Нам привнесли, как вот инъекцию сделали вот этих там хороших русских беглых, всяких, они нам теперь рассказывают о России, хотя все украинцы знают, что в России. На заработки все ездили и после 2014 года, и самолетами летали, и поездами, и в общем, и границу пересекали, и все примерно понимали, что и кто и как живет. Примерно жили одинаково, в каких-то аспектах чуть лучше в России, в каких-то чуть лучше в Украине. Все друг друга знают. Но пропаганда сделала так, что мы забыли, что мы друг друга знаем, для того, чтобы расчеловечить и столкнуть лбами. И это получилось. Вот этот факт надо признать. Получилось. И с ним надо что-то делать, для того, чтобы войну закончить. Войну с чужими и получужими элитами. Вот в чем, главный такой посыл. Ну, а насчет детей, что никакие дети не должны сидеть в подвале, это да, я с вами согласен полностью. Ничьи дети не должны сидеть в подвале. Все дети должны ходить в детский сад, в школу, на кружок, куда-нибудь какие-то занятия. Они должны развиваться. Это вообще отдельная тема, как отбросила наших детей и что их ждет потом. Какие проблемы со здоровьем, с менталкой, с восприятием. Что у них будет завтра? После вот этого всего ужаса, который они испытывают каждый день, в эти воздушные тревоги, или в эти боевые действия, или вот в эти бдения при свечке, или там с фонариком, павербанком без света. Поэтому в этом отношении я с вами согласен. Почему Беларусь и Россия не сделают нам зеленый коридор для выхода гражданских, кто хочет убежать из Украины? Коломойский президент, пользователь. Потому что денег не дадут. Потому что в Украине останется сгулькин нос народу, денег не дадут, и все уедут, если зеленый коридор сделают и все-таки сделают. Желез, как ты думаешь, что такие 4 области и Крым? Сам говорил, что конфликт закончится из-за экономики, говорил, что Запада денег нету. Полностью с тобой согласен насчет этого. Я думаю, будет больше областей и Крым. Мне кажется, больше. То есть, смотрите, тут какая логика работает. Там, где зашли, я думаю, вряд ли будут, просто доведут до Цугундера ситуацию. И вот, например, там кусочки Днепропетровской области, Сумской, Харьковской, там уже, смотрите, как уходить из Купянска. Там такое Рубилово, сейчас мясорубка в Купянске. И тут мы такие сели договорничок и ушли. Нет, там это все будет по линии фронта, поэтому тут не будет в чистом виде вот этих 4 области, да, то есть, но насчет там уходить из Запорожья и уходить из Херсона, вот тут уже начнется торг, понимаете? Вот тут уже начнется торг. То есть, получается, русские скажут, мы лили кровь в Купянске, чтобы нам просто так отдали Запорожье, а украинцы скажут, ничего себе, слышите, мы как бы просто так отдаем Запорожье, а нам возвращают Купянск. То есть обмены неравнозначные. В этом основная заковыка. И Херсон, конечно, который отстреливают просто, выбивают просто как отстрелянную гирзу. Ева, когда Щелин? В дорогах, вроде как после 20 числа будет на месте. Примерно в этих числах. Предварительно запланированный эфир. Так, Шелест, россияне не хотят укротить украинцев, таких речей нет. Вот мне прислал человек
письмо. 35 лет, русский. Нафига ты так говоришь? Я с вами... Это рубрика «Колобок, куда мы катимся?» Размышления людей, подписчиков. Прага, вечер, привет. Шум, смотрите наш совет. Спасибо за... всем привет. Анна Гараничева, этот юмор, хотел сказать, после этого пародии юмор. В стихотворной форме написала. Так, значит, спасибо большое. Да, друзья, всем очень благодарен за сегодняшний эфир. Спасибо за то, что ставите лайки, за то, что поддерживаете. И большое спасибо всем, да, всем и каждому за то, что вы есть, за то, что вы есть, за то, что мы вместе, за то, что, несмотря ни на что, есть еще вот в комментариях, да, к этому видео возможность пообщаться, обсудить что-то, плюс-минус нормально, адекватно, компетентно или с позиции здравого смысла, и что эту возможность у нас пока не отняли. Я очень благодарен всем вам за то, что вы именно такие шумляне. Добра и света. Каждый дом хорошо пошумели.